Ваш. Да ну нахер. У них штурмовые винтовки, прикиньте. У этих уродов штурмовые винтовки. Блин, слишком близко подошел. Жесткий файт, жесткий. Да. Так. Капец, пол хп сносит. Ну ты, конечно, чел. Ладно. А чё так мало? 15 урона всего. Вы. Вот сразу видно. Без отца рос, нахуй. Никто с ним мячик не кидал, нахуй. Пипец. Ну слава тебе, Господи. Ну хоть. Пиздец. Так, а я попаду? Да блин, вы чё типа... Ай, сука, я промахнулся. Вот это вот хотел нажать и пиздец, блядь. И чё нахуй? Меня сейчас просто убьют к хуям. Если не меня, то Лени точно. Или Вик, да. Вау! Вы погибли. Ладно, давайте думать. Давайте думать. Блин, вот... Надо увидеть. Так, если сюда иду, то этот стреляет по мне. Так, ладно. О, нормальное место. Наконец-то. Хорошо. Так, погоди, он выстрелил и попал все равно. Ну, типа, он что, слеп. Твою-то мать.
Блин, я без понятия, как можно вытянуть этот бой. Здорово, токарь. Да не, у них здоровье-то есть. Какой у вас план, босс? План, босс, план, босс. Чё, простите, блядь? Почему он выстрелил? Это же прицельный огонь. Вот. Умный будильник на браслете работает, только вот я, наверное, не работаю, потому что после будильника засыпаю снова. Да. Как говорится, пизда, блядь, я не то нажал, опять промахнулся. Извиняюсь за мата. Как говорится, просчитался, но где? Сдохни, дерьма кусок. У нее есть ручная игуана, ребят. Да, действительно. Случился чистой воды фак. Здорово, Арсен. Привет. Рад видеть. Так. Ну ты, конечно, блядь. Угу. Почему? Да ну, это жестко. Капец, они меня кошмарят. У них оружие слишком хорошее. Блин, это на самом деле прикольно, когда, типа, в играх решает не количество хп или там какого-то базового урона, а именно снаряжение, типа, ну, твое и врагов. Вот это вот прикольно на самом деле. Когда что-то вот прям, ну, весомо осязаемое влияет на игру. А не так, что типа там он крутой, потому что у него там 20 уровень, типа. Ах вы козлы. Не, вы смотрите, какой урон они наносят. Просто жесть какая-то. И стоим мы так по-идиотски причем. Лол, я в багажник могу засунуть вещи. Смотрите-ка. Нормально. Лени, Гондон, пожалуйста, иди сюда. Это, возможно, наш шанс вытянуть этот файт. Если Лени, сукин сын гондонский, подойдет ко мне. Так, надо будет с этим Лени поговорить потом. Спрячь за тачкой.
Угу. Хуя себе. Вау, слушай, Лени получил 85 урона. Пиздец. А врач есть? Я врач. Я врач. Пипец. Не, ну я Лене подхилить не успею. Но если повезет и по нему сейчас, конечно, будут стрелять. Не, он еще жив, он еще жив. Не, все. Поздняк. Все, он не выжил. Просто вот видите, он Лене, ну, он мудак, он стоит тут. Если бы Леня мудаком не был, он бы ко мне подошел. Но Леня мудак, поэтому, ну, тут как бы полномочия все. А почему Солик, сволочь такая, не стреляет вообще? У него оружия нет, что ли? Так, суперстимулятор. Он придумал. Блять. Вы... В пизду, может, уедем. Но с другой стороны, если я вытяну этот файт, такой лут классный будет у меня. А, бля, Солик, ты чё, еблан, что ли? Этот придурок с боевым ножом ходит. Конченый ублюдок просто. Вау, он скуп, блин, он с пистолетом. Блин, он с... Тяжело. Тяжело. Очередью стреляй всегда. Джекин-то, здорово. Как дела? Ну, да хорошо. Как твои дела? Здравствуй, здравствуй. Рад видеть. Так. Я налью себе пепси. И буду убивать. Окей. Так, а чё у Солика? А точнее у Вика. Дробовик. И Санс... Что за Итан Спек и маленькие россияне? Чего? Ты пользуешься Google Translate или что это? Типа... If you can't type on Russian, speak English. Yes, yes, speak English, please. If you have some problems with Russian language, it's no problem. Speak on English. You know? Так. Он из Турции, написано в профиле. Hello, Turkey. Nice to see you. I hope you're doing great today.
Just would like to say Fallout 1 and 2, my greatest game all time. Good to see someone playing this game. Oh. Yeah, it's really good games. I finished Fallout 1 in one stream. If say more accurate, I finished Fallout 1 within 7 hours and 30 minutes. And now I'm playing fucking Fallout 2, what playthrough, now going to day 4. Yeah. In this game, как будет сказать, море контента, просто a lot of content. Yes. Написал так, будто сам его делал. Are you playing first time Fallout 2? Not first time, but I never finish this game. Now it's most progressive playthrough. I always play Fallout 2 with solo. I don't like at that time when I played Fallout 2 on last playthrough with team, with a party, and now I think about why not. I need some party, and I find the car, I buy it and fix it. Do a lot of quests in Modoc Hall and everything. I just chilling. Need help? Don't like companion like Sulik? Weak? I don't like at that time when I played it's 4 years ago, maybe 3 years ago, when I played Fallout 2 at last time. When I don't like it, and now I think about it, and it's normal to me, I think. About fucking this guy and Vic. Lenny and Vicky, it's shittiest partners I ever seen. Yes, Sulik is great. Sulik is good. Best man in the world. But fucking Vic and Lenny, it's a terrible shit. Stop talking and keep playing. Fuck you, man. Fuck you, man. Ладно, поехали. Так. Dude. Да-да. Dude. Блин, сука, он... Да чё так жестко-то? А, да? Не, нахуй. Сука, Блац, да. Уезжаем. Да куда ты пошел? Водительское место вот тут, я даже вижу руль, блядь. Куда он на пассажирской побежал? Totally agree, I'll have to look, but give him melee weapons. He's good at smash. No. At this fucking situation, блядина, тварина. Так. Съебите нахуй, пожалуйста. Съеби нахуй. Съеби нахуй. Все, уезжаем. Пизду. Нахуй. О. Стая волков? Да, чё бы нет? Ха-ха, нихера их много.
Boom. Boom. Are you from Russia? Yes, yes. If you need my accurate location, I live in Yakutsk city, Republic of Sakha-Yakutia. It's the biggest territory in Russian Federation. If you see on Google Map, you understand. What I am saying about. You look like Chinese. It's saying men who live in Thailand and looks like как будет сказать, как местный. Like a local а в пизду нахуй. Yakutsk is a Russian port city on the Lena River. Yes. Yakutsk, wow, so east part. I live in Istanbul, Turkey, by the way. Homeless, да. Like local. Homeless, да. Привет, Пинкертон, здравствуй. Like locals. Люблю место. Like locals. Ну да, скорее всего, like locals. Like local prostitute man from Walking Street. Вот это да, вот это охуенно. Наконец составил какое-то предложение нормальное. Секс. Да. Да ну, Сулик, ты еблан? Ты еще от волка сдохни, серьезно. You guys have mines in Yakutsk, right? Like a gold, diamond? Not in Yakutsk, actually. In over cities in Republic of Sakha-Yakutia, like Mirny. It's a city, miners city. If you see city, Mirny city, from, как будет сказать, как, блять, спутник называется? Манкарайт, Измаил. Блин, прям вертится в голове вот это вот, типа, спутники, ну, по-английски, типа, как они назывались-то? Сателлит. Like, yes. Like, satellite photos. If you see satellite photos in internet, like a Google Map or something like that, type Mirny city, and you see in the city big holes on year. Блять, ну короче, you know. I hope. What I try to say. Wait, can you speak Turkish? No, but or native language, да, правильно бы сказать, типа родной язык. My main language, it's Сахалы, якутский язык. Yakutsk language. And
our language and Turkish language, it's little same. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What it's numbers on Yakutsk language. Wow, cool. Yeah. The more you know. По-турецки вот Бирки Юстет. Так пишется, ничего себе. Ну, Солик, пожалуйста, не обосрись. Он стоит, он не хочет убивать волков или что? Наконец-то. 720 опыта. Ну, стоило ли оно того, я не знаю. Поехали. Инвалиды, блин. НКР, ничего себе. Окей. Видите, сквотеры. Так. Давайте попробуем дать... Я хочу дать снайперку товарищу Лене. Ленин. Только я только понял, что он по сути как Ленин. Такой же вечный. Да, сука, да. Так. I think your ancestors might be from Mongolia Empire, like Genghis Khan, or he was Khan. And now he is Rimmer. Yeah, maybe. By the way, I have 3 kids. Nolan is Khan. And they all boys. And I give them names like Aral Khan, Haris Khan, and Julur Khan. Yes, I think you can call me at some reason Genghis Khan. What's your name, tell us? Julistan. It's most, как бы это сказать, распространенное имя в Якутске. One of most most spread name in Якутск. Popular name. Yes, popular name. Да. Спасибо, токарь. Афганистан. Ебало завали. Widespread. Yes, widespread. Блин. Афганистан. Извини, чужак, у меня нет времени с тобой разговаривать. А почему не хотите со мной разговаривать? У нас здесь очень закрытая коммуна, и мы не хотим никаких проблем и вмешательств со стороны. Пожалуйста, просто оставьте нас в покое. О боже, извините, нам мне нечего вам сказать, пожалуйста, уходите. Их что, дрочат? Их кто-то дрочит. Ребята, их дрочат. А кто дрочит? Я не дрочу. Может, это вы дрочите? Translated? I think someone jerked it off of these people. And I say jerk it. I gonna do masturbate shit
with bad people, like a shot in the face with my gun. Да. Я же все правильно сказал. Abused, короче. Yes, yes. Someone is abusing these people. I need to find it. Who? Денис Высоцкий. Здорово, привет. Что происходит? Урок английского. А я с зрителями с Турции общаюсь, тут сижу. И мы тут все по этому поводу развлекаемся. Стараемся подтянуть наш английский. Ну и забавно так получается. Здравствуй, Денис. Приятного просмотра. Приятного провождения всем. Да-да-да. А где, сука, убежище вообще? А, вот сюда идти надо. А, вы гляньте на этого урода. А? Я думаю, понятно, кто абьюзит тут всех. Сидит, сука, царь во дворца, ну. Меня зовут Злик, незнакомец. Мне очень жаль, но у меня нет времени разговаривать с вами. Да и вряд ли у вас что-то может заинтересовать в этом городишке. Уходит. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Что ж, полагаю, вы скоро обнаружите, что у нас тут никаких ответов не найти. Почему бы вам не заглянуть еще раз, когда мы получим партию товара? Просто нож. Это ванила или Restoration мод? Мне ребята пояснили, что это Restoration мод. Я просто поставил пак, который не требует танца с бубнами, и это оказался Restoration мод. И слава богу, потому что тут контента, блин, завались, вообще круто. Я в родную деревню Сулика там забрел. Есть плюс какое-то аббатство там. Вообще кайф. Хромакей порой тебе уши поджирает. А тут хромака-то по сути нету вообще. It's not restoration. Привет, я Аделия. Чем я могу вам помочь? Просто привет. Кто вы? Я же говорю, я Делия. Послушайте, не хочется быть грубой, но сейчас я не в настроении с кем разговаривать, ясно? Ну, хочу задать по вопросу. Restoration мод хорош, не зря поставил. Да, он прикольный. Ну, посмотри вот сюда, вот, Раса. Вот видишь, видишь, видишь? Тут есть вот Денис Высоцкий. Это ВК. Так, кстати, шрифт какой-то ублюдский. Ну, не шрифт, а... Ща. ВК Судгсгуизгздынг. Зг-зг-зг. Во, так будет лучше. Наверное. Это внук Высоцкого. Не знаю. Так. Все. А, блин, нет, наоборот, хуже сделал. Похоже, это была моя минута славы. Так и есть. Обводку бы или тень, так ничего не поменялось. Да, ща, погоди. Надо. Так. Потом...
Так. Отработка. Ну, слушайте, вроде... Как будто получше стало. Давайте попробуем побольше. Базилион как в игре. Давай. Ярко-зеленый такой, да? Вот бы еще шрифт, как в игре Дуде. Ну, я пытался поставить как в игре. Он просто, ну, не ставится. А так у меня типа есть похожий. Вот, погодите. Или ставится. О, балдеж. Нормально, поставился, хорошо. Так. Во, красиво. Согласен, красиво. Да, делаю меньше, ага. Сейчас. Так. Вообще. Вообще. Чат на стиле. Вообще, да. Во. Так. Но проблема теперь, знаете, в чем? В том, что какого-то хера тени не показывается. Все. Космические рейнджеры 2 играл? Да, было дело. Все, ладно. Это максимум того, что я могу сделать. Прям один в один. Классно. Все, погнали дальше. Что вы делаете? Мне нравится свежий воздух и деревья. Вот я и стою здесь. Это вам мешает? Это мне не мешает, но мне хотелось бы спросить вас кое о чем. Вы охраняете этот проход, да? Нет, я не охраняю проход. Что тут охранять в этой дыре? Говорю же, я просто наслаждаюсь свежим воздухом. Тик-тик-тик. А теперь убирайтесь отсюда. Ну зачем же нам прерывать такую приятную беседу? Просто привет. Хочу поговорить с вами. Я пойду. Вот и поболтали, так сказать. А, ты типа мне перегораживаешь путь? Реально? Ты вот серьезно?
Это я могу. Потрогай эту женщину, Лени. Дели имеет вполне себе здоровый вид. Надо ей динамита подложить. Не, ну как бы радикально, конечно, но давайте попробуем найти другой способ. Привет, я Ребекка. Скажите, мы можем поговорить наедине? Конечно. Где мы можем уединиться? Спасибо, можно пойти ко мне в палатку? Ладно. Здесь мы можем поговорить. Сперва я хочу задать вам несколько вопросов. Что ты хочешь узнать? Что здесь в целом вообще происходит? Мы называем это место сквот, потому что здесь селятся бездомные из разных городов. Тут не слишком хорошо, но больше нам жить негде. На западе находится город, который называется НКР. Они уже давно знали о нашем существовании. Ничем они нам не помогли, но и не нагнали. А теперь они вдруг заявили, что это земля их предков. И они хотят получить ее обратно. Не радикально ради контента. МБ темноты подождать? Не, сейчас все решим. Сейчас все решим. Я вот болтаю. Так, дальше. Они посылают сюда все новых и новых людей, чтобы уговорить нас покинуть это место. Только они не понимают, что идти нам некуда. Если нас прогонят отсюда, нам без поддержки не выжить. А что же им здесь такое понадобилось? Ну, здесь есть убежище, мне кажется, номер 15. Они хотят вытащить из него все старые технологии, которые могли бы там сохраниться. Это много объясняет. Ну, окей, давайте дошло напишем. Что ты хочешь узнать? Кто здесь главный? Это, наверное, Зик, но тут он тут всем заправляет. Вы можете найти его. Ага. Я ищу убежище номер 13. Вы знаете о нем? Очень жаль, но я никого не знаю. Ничего не знаю. По-моему, стоит спросить об этом НКР. Их в последнее время очень интересует убежище. Окей. Так, расскажите мне об убежище. Ну, вообще-то нам не следует говорить об этом. Но поскольку мне нужна ваша помощь, убежище чинит Дэриан. Он наш покровитель. Когда убежище снова заработает... Так. Мы все переедем туда и сможем больше не бояться налетчиков, работорговцев и прочих. Пока что он починил систему производства воды и еды, но скоро закончится и остальное. Знаете, немного странно, что им удалось починить настолько сложную систему, а вот свет никак. Это проклятое место освещено факелами. В любом случае, Дэриан не хочет, чтобы кто-то знал о том, что происходит в убежище. Он боится, что у нас все отнимут, если кто-нибудь узнает, так что нам... Если кто-нибудь узнает. Так что нам велено гнать всех, кто здесь появляется, особенно из НКР. Мне нужно знать больше. Что ты хочешь узнать? О Дэриане. Больше-то особо сказать нечего. Дэриан держится особняком, никогда не покидает убежище. Если ему надо что-то сказать, он все передает через Зика. Я видел его только один раз, и мне он показался милым человеком. Милые люди всегда в аутсайдерах. Интересно, что он затевает? Спасибо, Ребекка. Поговорим о ваших проблемах. У меня есть дочь по имени Крисси. Она у меня сорвиголова, любит бродить повсюду и совать свой нос куда ни попадя. Но она хорошая девочка. Не устраивает ничего неподобающего, всегда вовремя возвращается домой и вообще очень ответственная молодая леди. Так что я позволяю ей делать все, что ей хочется. На прошлой неделе Крисси домой не вернулась. Я поспрашивал у соседей, но никто ее не видел. Я пытался искать ее сама, но Зик, он тут вроде мэра, запретил мне. Сказал, что тогда придется искать еще и меня. И что он пошлет куда-нибудь своих людей. Но они не пошли. Не, они ее не нашли и сказали, что ее, наверное, поймали работорговцы. Я не могу объяснить, почему, но я не верю, что ее забрали работорговцы. У меня какое-то смутное чувство, что случилось нечто другое. И потом, это ощущение, что за мной следят. Оно появилось после того, как я поговорил с Зиком насчет Крисси и до сих пор не проходит. Помогите мне найти мою дочь. Вы поможете?
Хорошо, рыбака, я постараюсь вам помочь. Спасибо вам огромное, я никогда не смогу отплатить вам за это. Я подожду здесь, пока вы не приведете ее. Тут нас подслушал, я видела тень. На стене поляки, они побежали туда, показывают на северо-восток. Наверное, они нас слышали. Я пытаюсь их остановить. Где, блядь? Северо-восток? О, здорово, Янат. Вчера я продержался таки до четвертой ночи, по-моему. Непон. Правый верхний угол. Не это, в другую сторону. Блин. Чего все такие умные? Сейчас, подождите. Вы заряжаете автомобильный аккумулятор. Кайф. Так. Какая сука меня подслушала? Ты нахуй. Ты, блядь. Или ты, нахуй. Никто мимо вас не проходил? Тут каждый день кто-то мимо проходит, что на каждого обращают внимание. Слушайте, речь идет о жизни молодой девушки. Ее мать с ума сходит от беспокойства. Неужели вы не поможете мне? Да плевать мне с высок... Прошу прощения. Я просто наемница, которую наняли стоять здесь и охранять этот проход. Больше я ничего не знаю. Но у меня тут уже когда-то была... Тут дочь тоже была, да. И какой-то парень тут проходил. Но я его пропустил, потому что он дал мне знак. Примерно так же, как вы проходите. Я ухожу. Спасибо, я этого не забуду далее. Давай. Бывай. Погнали. Так. Опа. О, красава, понял тактику, да. Но может сегодня тоже поиграем. Все-таки за 2К. Можно бы тебя пристрелить, но мне интересно, типа, что ты можешь мне сказать? Я еще пропавшую девушку не видел ее. Ты про ту, что заперта в задней комнате, с которой мы собираемся развлечься? Не, она тут не проходила. А ты большой щенок. Боюсь, придется тебя усыпить. Развлекайтесь. Не, погоди, давай. Отдай мне девочку, мы все уйдем отсюда живыми. И за каким хреном я это буду делать? Ради твоей бессмертной души. Потому что я тебе обеспечу такое, что тебе не снилось в самых страшных кошмарах. Отдай ее мне, не знаю, что значит боль. Потому что если мы будем драться, один из нас умрет. Я хочу умирать не больше, чем ты. Так что давай решим дело миром. Договорились? Ладно, будь по-твоему. Вот ключ от ее камеры. Она в задней комнате, забирай ее и уходи. Только не возвращайся. Увижу тебя еще раз, посмотрим, кто умрет, а кто нет. Спасибо, ты правильно поступил. Фил, стражник ханов. А, так это ханы! Понял, хорошо, все. Я вас категорически понимаю. Если собираешься меня изнасиловать, будешь носить свои яйца вместо бабочки. Мне бы хотелось знать, кто вы это. Бабочки? Да, модная тряпочка, которую надевают на шею для красоты, вроде шарфика, только для мужчин. А теперь представь себе, что я тебя так стукну, что все твои причиндалы намотаются тебе на шею. Дошло? Картина мне не ясна, пожалуйста, не надо меня бить. Хорошо, так зачем вы здесь? Мне хотелось бы знать, кто вы и что происходит. В двух словах, меня зовут Криси, я из Квотеров. На прошлой неделе я бродил поблизости и нашла этот вход. Я думал, может, это заброшенная шахта или что-то в этом роде. Я решил посмотреть, что внутри. Я шарф ношу, зачем мне ваша бабочка? Не, ну шарф-то из яиц, тут и бабочка-то из яиц. Ты прикинь, ты представь, короче, ну, как бабочка, но яйца, типа. Ну, мужские, типа, яйца.
Я вполне себе представляю, как это выглядит. Пиздец ебанутая хуйня. А как этого, ну... Ну ладно, типа отрезает яйца. А что потом, типа степлером? Ладно, не важно. Так, ну так это не шахта, это потайное фото убежище 15. В убежище расположилась банда налетчиков, они называют себя ханами. Они меня поймали, и главарь Дарьян запер меня здесь. А, так они вообще... Вот абсосы ебаные. Я, бля, сейчас вообще зайду, всех размотаю, бля, вообще на... Ханы ебаные, бля, вообще на... Я в первой части всех убил ханов, я и тут всех убил вообще. Так, сквадр покрывает этих типов, помогая им держать в тайне это убежище, но они понятия не имеют, что тут на самом деле творится. Дэрин обещал нам, что они починят убежище, и мы все можем жить там в безопасности. Что у нас будет доволь еды и воды, но это все ложь. Мне удалось там все осмотреть. Убежище разрушено, генераторы еды, воды не работают. Еду и воду для нас ханы добывали грабя каравана. Послушайте, мне надо добраться до дома и рассказать все, что на самом деле творится. Нельзя же помогать этим чудовищам. Вы отведете меня домой? Да, я тебя отведу домой. Правда, класс, пошли. Все, пиздюхало. Нормально. Так, как начнем? Начнем мы с этой женщины. Так, у нее как будто бы... А у этого мудака ноличек просто. Ты больная руку, которой мы работать. Сладких снов. Блять, я просто перегородил путь, да? Так. Ты чё, рофлишь? На, тварь. На, тварь. Да как ты не умираешь? Офигеть, у нее крепкий череп был. Воу, 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 воу. Что произошло? Ошибка? Да. Какая-то ошибка вылезла. Че за херня? Ладненько. Погнали. Я, пожалуй, выстрелю ей просто в висок в упор. На, держи. На, держи. Твое сердце принадлежит мне. Блин, а он романтик, слушайте. Да сукин ты сын, как ты не можешь выстрелить-то? Во. Такая, ну блин. У тебя слабое и жалкое тело. Ну все. Перелом. А, я вылечу. Да как ты можешь-то? Ты чё?
У Сулика перелом, и он убегает. Да, Сулик, расслабься, что ты... Сейчас все будет. Готово. Изи. Блять. Чего? ДКС. Ой, ДКСик нашел. Жесть. Не, ну ДКС это тема. Это тема. Вау. Блин, 34 урона. О, щит. Так, где там этот? Лени. Блин, они тут сидели вообще как пасматик. О, молодец, печок, кулак, молодец. Ага. Это правильно, не коннектор, да. Так. Вы просто ничего не пишете, да, наверное? Так. У меня же опять рутон чат не отлетел. Она мне сейчас отлетает, поэтому надо проверять. Ага, не, нормально, нормально, нормально. Все. Так, где там? Кто там? Сулик, ты чё, ёпта? Угу. Так, искалеченную левую руку. Нормально, починили. Так, время получать перк. Добавить силы. Ага. Вы достигли того уровня, когда можете выбрать дополнительный основной навык. Основные навыки улучшаются в 2 раза быстрее. Ага. Ну, что бы там мне прокачать? Не знаю даже. Светоч карма. Ваша карма сияет в 2 раза ярче, независимо от того, положительная она или отрицательная. Ага. Натуралист. Капец, много ништяков. Вот, на самом деле, быстрая реакция крутая. А, вот быстрый доступ еще крутой, да. Хуяси. Вертку возьму, конечно. Плюс 5 к классу брони. Вы чё, прикалываетесь? Это надо брать. Так. Блин, может торговый прокачать? Ну ладно, доктора прокачаю. 70. Легкое оружие на 100. Пожалуйста.
Давай 75. Ни тебе, ни мне, так сказать. И торговлю на 2. Все. Блин, вот это мощь. Так, ну чё? Ну чё? Пора. Пора. Зайдем, заценим, что там творится в этой. Пиздец. Похоже, замок нужно открыть только каким-то электрическим приспособлением. А, так у Зика, наверное, этот сраный ключ. Пойдем обратно. Здравствуйте еще раз, мне еще никаких ответов. Так, поговорим с женщиной. Вы спасли мою дочь, я никогда не смогу отплатить вам за вашу доброту. Спасибо, пожалуйста, подождите здесь. Мне надо поговорить с Криси, потом я приду к вам. Ладно? Дочка мне все рассказала после всего, что делал для нас Дариан. Мне трудно поверить, что он оказался таким чудовищем. Подумай только. А мы-то покрывали его налеты. Что ж, могу гарантировать, что больше этого не будет. Я уже поговорил с Зиком, он хочет повидаться с вами. Сходите, побеседуйте с ним. 20 единиц кармы и 2500 очков опыта. Да, это жестко. Рыбака мне все рассказала, что вы для нее сделали. Я хочу извиниться перед вами за то, что вел себя как мудак. Уже кто-то, а вы этого не заслужили. Уж кто-кто, а вы этого не заслужили. Чем я могу вам помочь? Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Вы работаете на Дариана? Да, работаю. Я посредник между ним и местными жителями. И это меня не очень радует. Вот теперь, когда я знаю, что он затеял на самом деле. Что вы собираетесь делать с налетчиками? Ничего, у них оружие, они контролируют воду и еду. Значит, они и главные. Точка. Мы ничего не умеем без покровительства Дариана. Погибнем. Как мы можем пойти против него? Мы в его власти. Где находится фотоубежище? Вот за той дверью, но дверь заперта с другой стороны, и там стоят ловушки. Я понятия не имею, как ее открыть. Минуточку. Эту карту я нашел довольно-таки давно и понятия не имею, зачем она нужна. Рыбак говорит, что вы нашли какую-то дверь там, где они держали Криси. Может, эта карта подойдет к ней? Вот, возьмите. Спасибо, я попробую. Что-то еще интересно происходит. К западу отсюда есть город под названием Кар. Они утверждают, что убежище 15 принадлежало их предкам и хотят получить его назад. Они даже присылали сюда людей, чтобы уговорить нас уйти, но мы этого не... На это не пойдем, другого дома у нас нет. Угу. Окей, надо еще с инкаровцами побазарить насчет этих бомжиков. Типа, базазу, примите их. Они же такие пуськи. Все, вошли. Огонь. Что за... Я тебе вроде... Не знаю. Что-то за хрен с горы. У меня бумаги с собой. Дай покажу. Зовут меня Пат. Я здесь человек новый. Давай, умник, стреляй, если сможешь. Вы находите свою смерть в пустошах. Да. Вот что называется сильная женщина. Есть человек новый. А, да, извиняюсь. Что сегодня я плохо соображаю, займись делом. То есть они даже, ну, предположить не могли, что, ну, кто-то реально войдет к ним. Это типа настолько нереально, что типа они такие, да ну нахуй, не может быть.
Видимо, новенький. Да не, типа. Ах, ты сука. А ты про этот вход, типа, блядь, не знал, да? В этом пятне крови нет ничего особенного, естественно, кроме того, что здесь кто-то или что-то умерло. Эта дверь убежище представляет из себя лишь огромную груду металла. Компьютерный терминал. Этот терминал контролирует генераторы силового поля. Он показывает, что система отключена из-за отсутствия тока. Понял. Лол, у них даже доктор есть. Или это Дариан? Так когда же мы выберемся из этой треклятой дыры? Не вижу блаженства, я так думаю. Блин, вот у тебя что? Какие проблемы? Зависимость. Класс бронь 14. Спасибо. Блин, пришлось ему антиродина дать. А о чем мне с этим? Ну, вроде более-менее нормально. Вы видите невысокого человека с книгой в руках. Здравствуйте, я Док Джонс. Можно просто Док? Чем я вам помочь? Я ранен. Вы можете мне помочь? Разумеется, так смажем вот тут и так будет жечь. Теперь повязку. Все, спасибо, спасибо. Похилил. Задайте вам несколько вопросов. Вы работаете на Дариана? Ну как бы и да, и нет. Это не мой выбор. Я здесь пленник. Дариан понемногу стареет, и ему нужен врач, который не отходил бы от него ни на шаг. Хан держит меня здесь ради этого. Я бы скорее оставался здесь ради людей из городка наверху. У них нет вообще никакой медицинской помощи. Я мог бы им быть очень полезным. Они же бомжи, пускай умирают. Спасайте свою жизнь. Не, это очень благородно с вашей стороны. Вы же можете уйти отсюда, если захотите? Нет, я не могу отсюда выбраться. Меня не выпускают даже для того, чтобы выполнить запасы медикаментов. Дарин посылает людей за тем, что мне требуется. Это очень печально слышать. А как вы сюда попали? Меня похитили. Я ехал из города убежища Ньюрина. Хотел провести там долгожданный отпуск. Однажды вечером лег спать и на утро проснулся связанным с кляпом во рту. Через неделю или около того я оказался здесь. Вот с тех пор я тут сижу. Это очень печально слышать. Что вы можете рассказать мне о Дариане? Дариан просто ненормален. Случай очевидный. У него большие пунктиков, чем блох у его собаки. У него собаки есть? Насколько я понимаю, он был членом другой банды, которая называлась Ханом. Они похитили одну девушку, ее звали Танди. И хотели получить за нее выкуп. И отцу это не понравилось. И он нанял каких-то молодцов, чтобы ее отбили. Дариан один выбрался из этой заварушки живым. А теперь у него паранойя. Он вдолбил себе в голову, что Танди хочет до него добраться. Плюс к тому навязчивая идея, что он спит и видит, как бы отомстить и убить ее. Он страдает от чувства вины, потому что спрятался и выжил, а не погиб со всей своей бандой. И список этот можно продолжать до бесконечности. Ух ты, вы много о нем знаете. Вы сказали, у Дарина есть собака? Да, у нее есть собака. Лично я считаю, что это самая гнусная и свирепая тварь, какую я только может нести эта земля. Но она, кажется, любит Дариана. Так что, раз умеет любить, наверное, не совсем уж и дрянь.
Спасибо за предупреждение. Спасибо за инфу. Будьте осторожны, возвращайтесь, если вам что-нибудь понадобится. Окей, ребята. Он старый. Он параноик. У него есть злая собака. И примерно через... Ну, приблизительно через 5 минут он умрет, наверное. Или 10 минут. Чисто засекайте, короче. Я начинаю охоту. Но людей тут ебать копать много. Бля, это же тот самый. О, ну все, ну все, ну все. Ну все, ну все, ну все. Модифицированная винтовка. Калибр обрезанный до размера пистолета. Это единственное в своем роде оружие, явно изготовлено с большим мастерством и любовью. Это тот самый. Окей. Так, почитаем книжку для начала. Так, что там у меня? Натуралист 43, да? Теперь натуралист у меня 48. Угу. Хорошечно. Да, 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 да. Так, что бы сделать сейчас тогда мне? Давайте Вику отдадим. Нифига у него стволов-то у Вика оказывается. Офигеть, я, ёпта, разбогатеть же могу нормально. Да вообще. Так. Опа. Ча.
Так. А! Что? А. Толпиться-то заказдан көрін. Толпиться-то. Толпиться. Да. Толпиться. Окей. Угу. А? И чё тебе надо? Так. Боевая броня. А где Лени, блин? Угу. Игинда. Посмотри. Так. Ща. Родители пришли.
Прицелки. Так. А сколько там иллюминаты? Ага. Ладно, точно. Главное, разные имена не говорить им. Типа, я везде и всем представляюсь как Пат. Так, а это что за компьютер? Так, терминал контролирует генератор питания, он показывает, что система отключена из каких-то неполадок. Генератор, похоже, работает на аварийном режиме. Мощность генератора минимальная. Вы не видите никаких неполадок. Не работает и все. Очевидно, система когда-то произошло короткое замыкание, аварийные выключатели сработали, но их заклинило в замкнутом... в разомкнутом состоянии. Возможно, вы сможете высвободить их и восстановить подачу энергии. А? Кем? Ну, так вот, свет включил. Система работает нормально. Так. Ух ты, аж глазам больно, где рубильник. Теперь я вижу все. Да. Просто зашел рандомный чел и починил. Так. Так. Криси до сих пор. Они все вспоминают про Криси. Библиотечный терминал. О, нужная тема. Компьютерные детали, убежище 15. Так, беру. Так, что бы тебе подкинуть? Вот так. Вот так. И вот так. Угу. Блин, какие они все болтливые. Папаша бы мной гордился, только я его убил. Вы входите в систему и быстро сканируете все доступные файлы. Вы находите данные убежище 13, копируете их в ваш пибой. Лоу. Все. Теперь я знаю, где убежище 13. Изи. Так. Ну давай. Терминал сигнализирует, что защитное поле у входа в убежище было установлено после возобновления энергии. Отключить силовое поле. Вы даете приказ отключить силовое поле. Старик. Здоровой пушкой. Блин.
Итак, вот и ты, наконец, спаситель униженных, оскорбленных, борец с несправедливостью, надежда человечества, ну и мое дело. Что ж ты, пока ты не начал занудно вещать, сразу тебя скажу. Меня это вот столько не интересует, так что давай не будем тратить время, покончим с этим. Кабыздах фас. Кабыздах? Он что-то... Ёб твою мать. Он чё, казах, что ли? Ёбана. Пить. Черт. Пустыня поглотила. Ясно. Ну что ж, тогда поговорим на твоем языке. Блин, это жестко. Да ё-моё, что ты делаешь? Ясно. Вот так вот просто не получится. Так. Надо как-то побазарить с ними. Кстати, держи куртку. Поведение. Кожаная курточка. Самопальный кал, дай мне. Так. И чё тебе надо? Надо их как-то... Так, кто атакует меня? Снайперский огонь по врагу. Так. Так. Тебе нужен шкут. Никогда не убегать. Ага, все. Ты за легализацию куртизанок? Я как думаешь, куртизанки в среднем выгоднее, чем искать обычную девушку просто для секса? Блин, охуенный вопрос, блин. А с чего ты вдруг так, ну, забеспокоился этим вопросом? Так. Снайперский огонь по врагу. То кто такой? Просто интересно стало. Да я вообще об этом никогда не думал. Так, в очереди всегда. Не знаю даже. О, привет, Энерджайзер. Так. Че бы ему дать? Дети на заднем фоне, жена, я с такими вопросами. А, ты типа хотел поставить меня в неловкое положение, что ли? Ой, блин, чувак. Ну, скажем так, попытка слабая. Ты даже не знаешь, о чем я иногда говорю здесь на стриме. И чего только не слышала моя жена. Так. Блин. А ты на военную базу ворвался?
Это 15 убежище. И у меня еще машина есть. Я нашел того самого и снайперскую винтовку. Вот буквально, ну, недавно, вот прямо на этой базе. Так. Давай-ка этот пистолет мне дай. Понял. О, этот пистолет крутой. Ну да, он такой нормальный. Я с ним прошел первую часть. Так что как будто бы уже все. Ничего круче уже не будет. Хотя, я думаю, что точно будет. Но не знаю даже, буду ли я пользоваться более крутым оружием. Винтовка лазерная, тебе только прокачаться осталось. Винтовка лазерная. Блин, он... Так. Ладно, хорошо. Вроде бы всех настроил как надо. А, погоди. Я с Леней еще не поболтал. Охотничий ружье уже не так задаю. Дистанция. Оставайся рядом со мной. Очередь. Всегда. Бежать. Плохо себя чувствуешь. Так, атаковать того, кто атакует меня. Использовать стимулятора. Любые медикаменты время от времени. Ну, окей. Вроде нормально все. 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 Беру снайперку. Вы получаете 5 единиц кармы, 6000 очков. Дерриан получил критическое ранение в глаза. Вот это я ему ебанул, так ебанул. И собака такой: мой хозяин не умер, он не умер. Мне не... Так. А, это снайперская винтовка, похожа на лазерную, перепутал. А, ты вот про эту говорил? Понял. Это ДКС 501. Если быть точным. Довольно-таки мощная херня. Деду в масол хочет танцевать. Танцевать, танцевать. Черт. Это не, блин. Воу. Блин, собака. Так, суперстимулятор вкалываем. Лежать, псина дерьма вонючего. Пускай сближается. Блин, по идее револьвер. Ладно. Так, собаку что ли? Да на, держи. Держи. Все, минус. Собакевича надо еще. О, все.
Вот это ты удачно зашел, конечно. В глаз ему, что ли, выстрелить? Да ты чё, серьезно? Так, надо брать револьвер. Не, револьвер очень такой интересный. Бля. Ты за шо? Ну, это критично было. Короче. Нет, тот самый, конечно, хороший, но, блин. Очки действия сильно роляют. Я могу 2 прям, ну, прицельных выстрела сделать за один ход. А это очень так-то весомый перевес. О, кучкуется, кучкуется. Блин, на самом деле, у меня есть идея куда более интересная, чем... Кровь, кровь, кровь. Хорош. Так, кого-то порвало. Угу. Блин, да что за говно? У меня же прицельный стоит-то. Почему ты выстрелил? От бедра-то еще причем. Капец. Так, хорошо, они скучковались как раз. Нет, обратно раскучковались. Косил. Да ё-моё, сколько можно стимуляторов-то? Супер стимулятор. Ёб твою мать, он фулл отхилился, прикинь. Блядь. О, все, Дарьян умер. Кайф. Отлично. Блин. Прикинь, этому тварь подняла огнемет. А чё так мало-то вообще, не понимаю. Чё так мало?
Какого хера Вик туда забежал вообще? Ну что, прикалывает? Зачем? О, все, минус Вик. Так. Угу, Вик забежал обратно, хорошо. Так. Двадцать. Нормально. Так, вот этого надо убить. Угу. Че за говно? 11. Как я мог нанести 11 урона? Это вообще невозможно. Это даже ниже, чем минимальный урон винтовки, в принципе, типа. Жесть. Ну, Вик, конечно, придурок дерьма. Как всегда насрал. Я вообще не понимаю, а какого хера, ну, что делает Вик вообще? Я ему говорю, веди снайперский огонь, а он такой, нет, я пойду внутрь, блядь. И получу, ну... Я вообще не понял его. У него столько оружия. У него столько оружия. Чё вообще? Так, надо Лене загрузить. Держи. 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 Это не надо. Те ключ карты возьми. Они тоже, кажется, что-то весят. Так, вот это мне нужно, скорее всего. Готово. Так. Все. Надеюсь, хоть так будет окей. О, нормально попал. Да ты издеваешься, что ли, блядь? Нахуй ты туда забежал? Ой, бля. Зачем они это делают? Я не понимаю, сука. Я не понимаю просто.
Какого хуя они тут сбегают? Короче, я буду стоять у прохода. Уж лучше. Видимо, так надо. Он получил 52 урона, ничего себе. Все, Дарьян умер, ничего себе. О. Так, берем гранату. Но ему надо умереть сейчас. Да. Ну тут уже надо забегать внутрь, как будто бы. А, бля. Пустыня Да. Обложили со всех сторон. Тогда может разобраться с конечной вот отсюда. Бафаут. Да блин, ну как ты? Одно хп, ну. Так, давай самостоятельно. И чё тебе надо? Угу. Все.
Так. Угу. Есть. А что они там делают вообще? Так. Окей. -2. Или он еще жив? Он еще жив? Надеюсь, эти придурки там не умрут, я хотел сказать. Ага. Не, ну я просто, ну, я... Что с ним? Чё он ползает-то вообще? Почему команда не может быть просто собранной боевой единицей? Типа, ну почему у меня какие-то дилетанты в тиме все время? Только один Сулик нормально. Ну все. Тут сохранюсь. Да как ты выжила-то, ёбана? А что, потанцевать нельзя? Мы делать из тебя холодец. Это басмат. Угу. Это вот такие вот собирай, не трать их. Соберешь достаточно, сможешь купить боевой пропуск. А, вы... То есть... Он просто загородил мне путь. Ну, хули, да. Ё-моё, они все подтягивают сюда. Привет, София, здорово. А, что-то не рассчитал. Ничего не рассчитал. Блин, я не то юзнул, бля. Офигеть. У него прям снайперка, что ли? Бежать Эшанки Шоп. Чего? Какую пушку он призарядил?
Да блять, сука, я мискликаю по КД нахуй. О, есть. Минус есть. Да. Это очень тяжко. Если каждый раз Вик этот будет так умирать, это, ну, вообще не круто. Понимаю. Как же ты, вот, тварь, просто, ну, умудрился вот так вот. Ну как, босс, ну, я тут просто... Он тут постоит. Он там постоит. Не, я, пожалуй, загружусь, ебал я в рот. Чё на мне такой Рэмбо? Я вообще понять не могу этого Вика. Он, дай бог, убьет кого-нибудь. Чё он храбрится, вообще понять не могу. А я? Здорово, Ятрак. И вот тут Вик просто, ну... Его нет. Тьма. Тьма. Ну, ни хера себе. Так, они ее убили. Эм... Чует твой страх, друже. Великолепный бросок в моем исполнении. Просто... Да, давайте встанем тут и перегородим мне путь. Отличное решение. И сдохнем нахуй, да. Да-да. Пустыня.
Порой, мне кажется, без сопартийца был бы намного лучше. Ну, просто ад какой-то, нахуй. О, ваншот все-таки даю. Ладно, я с этим пистолетом поработаю, чем с револьвером. Все-таки так сделаем. Ух. Кстати, оппозиция нормальная такая. Давайте-ка я тут сохранюсь, пожалуй. Я своих блочу, они никуда не уходят, они ну, не станут меня подставлять, типа. Нормально. Куда ты съебал, я не понял. Почему он ушел? В смысле он сам передвинулся? Я же не... Блять, что за хуйня? Чё за хуйня вообще это была? Он просто взял и передвинулся. Там. Заблокировал выход. Ну давайте, убейте его, лол. Стимулятор. Хорош. Вот так и умер. Отлично прошло. Ну да. Да, только Вик мог сделать такую хуйню. Чё-то мне напряг аж. Блин, а что ты будешь делать? О, жестко. Хорошо. Так. Походу мы нашли золотую жилу. И чё тебе надо? Вот это я тебе лично в руки дам. Отдавай кувалду, она тебе не зачем. Ну, золотую жилу нашли. Тут
Это же П-90. Хеклер Кох. П-90. Чего, блядь? Что? Дробовик Бубап. Не, погодите, стойте, 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 стойте. 4 одиночные, 5 прицельные. Он может 2 раза выстрелить по очередью. Пиздец. Вау, что нахуй? 2 раза очередью стрелять, это да. Ну-ка дай мне все эти патроны. Я тебе даю все вот эти. Да блин, ну что ты? М. Ну хз, дай мне один ножик. Так. Бронебойные патроны. Так, осталось замочить этих уродов. А, погодите. С вами же побазарить теперь надо по этому поводу. Снайперская винтовка. Да уйди ты, ёб твою мать. И чё тебе надо?
3 стимуляторов. Серьезно? Угу. Да как? Вы... Блин, капец, собаку порвало, конечно. Бедная собака. Блин, надо перезарядить ее. Угу. Ну, Солик. На кой хуй ты туда полез, вообще не понимаю. Ну, Солик сейчас просто умрет, этот придурок дерьма. Давайте-ка я вот так вот встану. Угу. Уровень, найс. Ёбан. Вы... Да ну это жестко. А, черт. Че она закрылась? Спасибо, Вик. От души, братан. Четко выстрелил. О, no. Так, суперстимулятор вкинем себе сейчас. 61. Пожалуй, тут надо сохраниться, как будто бы.
Боже, Вик, как всегда смог насрать вообще. Как всегда насрал. Блин, какой же у него прям талант насрать. Хорошо, стреляй по мне. Блин, ну что делаете-то? Да блин. О, блядь. Как меня Вик заебал. Понимаю. Да. Да. То есть мне надо как-то прорваться до Вика, да? И подхилить его. Причем вот так. Блин, я хуй знает. Не столпились, там стоят. Сейчас вот эта вот сука нас всех убьет, блин. Так, ну он соло остался.
Блять, как он заебал, убегает еще. Век использует суперстимулятор. Пиздец. Вик молодец. Прикалываешься. Блять, эти нищеброды ебаные, попасть по нему, сука, нахуй нормально не могут. Ёбаный рот. Слава тебе, Господи. Блять. Наконец-то. Головой костец.
Так. Ну, блин. Это жестко. Огнемет. Ну да. Ну что ж, теперь я прям, ну, супер человек. Доктор наук, инженер, стрелок. Чисто сын маминой подруги. Да, я. И чё тебе надо? Блин, ну типа Я покачался перепочаукт. покачался? Нормально. Я тоже покачаюсь. Все. Совмещаем полезное с приятным. Блин, я не считал. Но я думаю, где-то уже 10 есть. 12. 13. 2 раза больше. Ну, я не знаю, какого веса они. Ну, да. Ну, так-то тоже, блин, такие. Весьма... Ух, хорошего веса прям. Ну, тоже, типа, спортсмен вообще. Чем мне с тобой тягаться-то? О. Женщина похрустел. Так, терминал Дариана. Вы входите в систему и быстро сканируете все доступные файлы. Помимо личного дневника вы находите подробные отчеты из НКР. Похоже, что в Совете НКР орудует шпион. Вы копируете все на диск. Угу. Кайф. Доктор шестой, да? Шесть очков здоровья. Вы слишком устали. В смысле? Такое бывает? Серьезно? Так, ну давайте. Блин, офигеть, у меня всякого много, прям реально. Так, мега-револьвер отдадим, пожалуй. Так. Ножички. Блин, как же у меня много всякого. Вообще. Ну, вообще. Так, надо бы, кстати, да, стимулятор распределить между бойцами. Этажом выше еще комнаты. Незачищенные. Поэтому, да. Сейчас нам надо быть супер готовыми.
А, ты все. Офигеть. И чё тебе надо? Ничего мне не надо. Ну все залутали, всех убили. Угу. Жесть, ребята, ну я вообще, конечно, тут устроил чистку нахуй. Боксерская груша. Ну-ка. Нет, не бьет. Блин. Так, перезарядим. Ага. Плакат с девочкой. Но тут уж не девочка, а прям женщина. Так, пошли отсюда. Пошли. Так, ну... А, я думал, они... Прикол, я думал, не нападет. Ну, чё, пора умирать, значит. Ментата. Хуя он сбрил. Да ёб твою мать. Ой-ой-ой-ой, не бей, не бей, не бей, не бей, не бей, не убивай, не убивай, не убивай, не убивай. Пиздец, пацаны, ну прикончите кому-нибудь, ну убейте же, ну импакт внесите, пожалуйста, молю вас. Карлов Скуфелька. Скуфельки. Здравствуй. Спасибо за фоллоу большое. На минус сюда. Минус 2. Вот это балдеж. Блин, ну то ты как... Вот. Так и знал, так и знал. Я сейчас, короче, вести тебя в курс дела, что у меня происходит. Короче, показываю тебе мои статы для начала. Ну и, в общем, поясню по поводу того, что творится. А, ну да. Короче, ворою я сделал много всего. В Кламате сделал все, в дыре тоже сделал все. В городе убежище, ну... Там остались кое-какие квесты. В Гекко починил реактор. И теперь у города убежище чистая вода, так же как у Гекко.
В Мадоке тоже все сделал. И пока в остальные вот эти вот города не приезжал. В Умбре, кстати, тоже был. Так, так, так. И ферма призраков тоже. То есть все окей. На супер добрычих. Вот. Что еще? Есть машина. И сейчас вот с ханами разбираюсь на убежище 15. Там главного я убил уже. Он еще собаку свою как-то назвал, типа. У собаки, на удивление, почему-то казахское имя. Что-то типа Кысырбыл или что-то в этом роде. Собака зовут Кысырбыл. Забавная херня. Серьезно? Блин, я Сулику просто 46 отнял. Ебать. Угу. Вот интересно, Fallout Tactics, она какая в этом плане? Там боевка же, по-моему, вообще в упоре. Ебать, в смысле ты меня убила? Вы умерли. Да за шо? Там больше тактики. Ну, логично. Логично. Тактикс такой себе, если честно. Скучноватая игра. Не, но его заценить все равно стоит, мне кажется. Чисто ради опыта. Да, да, чисто ради опыта. Ебени. Блин, вот этот уебок меня, ну, просто заебет, вот точно вам говорю. Вот это вот мразь. А как его убить, не цепляя моих пацанов, не знаю даже. Ну, так, наверное, будет нормально. Вот так. О, хорошо. Сука, лежать, блядь. Вообще четко, нахуй. Теперь мне главное не сдохнуть. И все будет в порядке, блядь. Он мне еще и по роже заехал. От козлы дерьма вонючего. Так. Ладно, судьбу испытывать не буду, лучше подхилюсь нормально, по-человечески. Вот какая же ты Криса, убежал за укрытие, твою мать. Ай, второй такой же, блин. Сейчас они очень мерзко будут действовать. Прям гнусно, сука. Вот будут выходить, стрелять и обратно заходить. Тварь, а. Вот туда им гранату бы закинуть, вообще было бы классно. Ну, конечно.
Хорошо прям. Человек рассыпался. Вот же гнусная тварь. Вот смотри, какая-то гнусная мразь просто. Так. Просто мега гнус нахуй. Ебой. Так. Поближе подойду. Короче, Солику даем установку, чтобы он пользовался чисто оружием ближнего боя. У него есть, блять, этот, как его, цепная пила, нахуй. Блин, надо, короче, да, сказать ему. Солик, ты заебал. Да ебать, ну почему? Ну почему? Ну почему? Почему? При смерти. Может быть... Да. На, сука. Блин, есть вероятность, что меня сейчас просто убьют нахуй. Или нет, потому что... Есть. Есть. Угу. Вот тут. А, лежать. Плюс 500. Все, минус этаж. Классно. Стал вопрос, почему для людей приемлемо ходить почти голыми на пляже, но не нормально просто по улице? Вопрос хороший. Вы можете умереть от переутомления. Вот это драматизм. Подождите немного. Ну давайте попробуем отдохнуть. Мне лично пофиг, если на улице идти с голым торсом, но в обществе это же считается неприемлемым. Ну просто, знаешь, типа, как бы это сказать, всему свое время и место, так сказать. Вот в чем дело. То есть с таким же вопросом можно подойти к, ну, к тому же, ну, пляжу нудистов, например. Вот почему в пляже нудистов все ходят голые, а, ну, просто в обществе на улице нет, типа. Ну, типа, какая-то херня, если честно. Конечно, ну, ставишь вопрос интересный, но все-таки он такой. Да. Например, в курортных городах считается приличным прийти в кофе в купальнике, например. Но опять же, типа, насчет времени, ну, и места, так сказать.
Если город урбанизированный и находится не рядом с пляжем, не рядом с каким-то огромным водоемом, так скажем, то ходить в купальнике было бы, ну, супер странно. Ну, по очевидным причинам. Ну, типа, сразу можно посчитать человека, типа, дурным каким-то. Ну, типа, ну, лол. Ну, это ж полная херня. Так. Это самопальное говно так много весело. Блин, вот это я, конечно, арена брейкаут устраиваю, блин. Лутаю и лутаю. У нас много летом в купальниках или только в шортах ходят по городу, а не только по пляжу. Не, ну вот все как бы. Видишь, у тебя курортный город. Если там рядом есть прям океан, море там, ну то есть где можно купаться, то есть это, ну, вполне себе окей. Погода позволяет и так далее. Ну, причин много. Поэтому, да, как бы нормально. Я 12 лет назад по работе в США был, там по городу в купальник ходили бабы, максимум пореев поверх трусов повязывали. Но это загнивающая Америка. Ну, чё о ней говорить-то? Ты слышал, у них там вообще не бинарные, типа, как бы это сказать, ориентации есть. Говорят, ебу шо хочу. И кого хочу. И что хочу. Вот такие вот они. Так что да, забей вообще. Это вот влияние Запада к нам вот приходит потихонечку. У нас уже вот квадроберы появились на улице. Ну что сказать, что сказать. Вы знали, что у меня на каждом углу флаги Yes. Yes. Флаг Yes. Согласен, Yes. Блять, ну как ты, сука, мог попасть-то в него, я понять не могу. По-моему, он все. Парень спекся. У нас в горшке цветочном на балконе воткнуто было 2 флажка Грузии и ЕС. В итоге грузинский куда-то улетел. Блин. А что такое ЕС? Единая страна? Yes. Yes. А, меня это начинает раздражать. Евросоюз. Ага, понял. Ебать, они убили Солика. Евросоюз, dude. Да. Ну я как-то реально подзабыл. У меня в голове НАТО крутится. У меня чисто в НАТО в голове крутится. Такой крутится прям НАТО.
куда ты, Солик? Блядь, ёбаный Вик, ты куда пошел? Ну куда ты пошел? Ну куда? Блядь? Лезет куда-то вообще, ну куда не просит. Чё он там? Зачем он там нужен? О. Вы смотрите на этого ебаната, нахуй. Этот толстяк такой вдруг решил, что, блядь, он нахуй, ну, ножом ебашить мастер. Он ебанутый нахуй или как вообще? Майо. Суки ёбаные, вы зачем дверь закрываете? В смысле, блядь? Так, это вторжение в чужое убежище? Ну как сказать, тут рейдеры сидят. Рейдеры это не люди. Рейдеров ебашить можно. Кось, ёб твою мать, каратист. Кайф. Ага. Что там происходит? Никто из нас не умер? Все хорошо? Блин, вот эти двери, которые тут стоят, они нам очень сильно помогают. Им приходится тратить очки действия для того, чтобы открыть дверь. И они просто, ну, показываются вот тут. На расстрельном плацу. Жесть. Последнее, что она увидит, это будет лицо Сулика. Да, типа. Вик умер. Это падла толстая всегда насрет где-нибудь. Блять, вот просто... Это, ну, как так можно прописать персонажа, ну, в плане кода, да, его поведения, таким образом, что он, ну, просто реально тебя бесит. У тебя просто особое отношение к этому NPC. Казалось бы, они все должны быть, ну, как бы, одинаковыми быть. Но он прям, ну, просто мразь, нахуй. Не, ну тут дело не то, чтобы он... Был бы он полезным толстяком, я бы вообще ничего ему не говорил бы. Но нет, он супер никчемный. Он просто действует всегда как тупой ублюдок. Он просто бежит вперед. Зачем-то.
подыхает там. Ноль импакта всегда. Он никого никогда не убьет. Он, по сути, чисто мой вьючный мул. Гибель которого, ну, типа, ну, вообще нежелательно мне. Он просто ублюдок. Пухляша не обижай. Я тоже пухлый, я имею право обижать его. Надо бы поставить. Он с ружья шмаляет. У него дробовик, по идее. У него дробовик. У него булпап. Дробовик. Как-то он там назывался. Там мудреное название. Естественно, я промахнусь. Добровик. А двери-то автоматически? А, ну да, нормально. Бля. Вот чтобы эта толстая сука не умерла, я его еще вылечу нахуй. Вот, сука, просто от души тебе, блядь, воткнул этот шприц, нахуй. Вот просто спину ему вот так вот. Фэтшейминг. Так. Как же его жестко затыкали. Нихуя себе. Вау, у тебя хватило действий на 2 раза похилиться, перезарядиться и выстрелить очередью в меня. Ты чё нахуй? Сколько очков действия-то? Он настолько толстый, что он принял выстрел на себя. Вот просто он настолько массивный, что получил выстрел в упоре. Вот. Ебаный рот. Ты с Казахстана? Не. Я не из этого просторного, прекрасного края Казахстана. Я из Якутска. Холодного, сурового Якутска. Забавные предъявы в NPC у тебя выходят. Ну а чё, ну по делу я им предъявляю, ничего себе. Смотрите на эту суку, у него есть еще стимулятор, блин, он еще хилится. Он просто жрет все время, ну серьезно. Он реально просто максимально отыгрывает бесполезного толстяка. Ну как иначе к нему относиться? Ну просто как? Невозможно. Это же которая столица Вьетнама? Не, подучи географию, чувак, у тебя ну, с этим плохо как. Столица Вьетнама это Лаос. Блин. Вот видно, что у нас проблемы с образованием в стране. Это очень печально. Честно сказать, это очень печально. Все. Ебанул. Так ебанул. Якут столица Марса. А вот это правильно. Вот, берите пример. Берите пример. Вот, енот. Самый умный у нас здесь в чате.
Загуглил, где находится Якутск или нет? Я думал, это район в Нью-Йорке, как Чайна-таун. Да, да, да. Он просто славит бога машину. Ну блин, я тут, конечно, прям наворотил делов. Ядрить. Так, надо избавляться от дешевых вещей и закидывать крутые вещи. Я знаю, где он находился, но я иронизировал. А, это была ирония. А я думал... Я думал, ты серьезно. Ну видишь ли, я тоже иронизировал. А ты не выкупил, что я иронизировал на твою иронизацию. Получается... Кто-то не понял просто, да. Да, очень подходящий смайлик. Вас заиронизировали. Ионизировал, да. Все мы иронизируем в той или иной мере. Так, вот этот пистолет. Блин, тяжелый, сука. С днем иронии вас. Поздравляю. Жму пальцы. Супер дрочила. Блин, может супер дрочила дать Сулику? Так, мне нужно что-то выкинуть. Как же много кола, бля. Самогона. И пива. Все, будем вести здоровый образ жизни. А, я же хотел, да, Сулику отдать. Так. Кастет выкинь. У меня кастет... А, вижу. Угу. Твою мать, сколько он весит, блин. За пивом поеду. Да. Единственное, что остается, когда тебя заиронизировали на твою иронизацию, остается только выпить. Ну ладно, ладно, все. Надеюсь, это не из-за меня ты решил бухнуть. Ой-бой. Пиздец у чувака, наверное, в какой-то мере, типа, как бы это сказать, когнитивный диссонанс какой-то полнейший происходит. Он такой, блядь, он точно не из Казахстана, типа. Бля, он такой пиздец, типа, как будто из Казахстана. Да. В смысле? Эта рация весит больше, чем 5 килограмм? Вау. Блин, этот кастет весит. Ща, погоди-ка. И чё тебе надо?
Давай поведение. Боевой нож. В смысле? Погоди. А если, скажем, холодная? О, потрошить. Он будет убивать. А, там же доктор стоит, кстати, он нас вылечит. Ты ему батарейк дай на потрошитель. Не, батарейки давать вообще не буду никому. По очевидным причинам. Раз, батарейки нужны машине. Два, есть полно других оружий, которые, ну, типа, пилой кастет. Ну, короче, ну, кончится и кончится. Так скажем. Ну, типа, нормально. Дэрион мертв. Он что? Прекрасная новость. Что вы собираетесь делать теперь? Но я не вижу причин возвращаться к прежней жизни. Городок над нами не имеет медицинской помощи, так что я пойду помогать им. Еще раз спасибо за мое освобождение. Конечно, увидимся. Там разные батарейки. А так, Сулику молоток топ. Блин, почему все говорят, что молоток топ, типа для Сулика? Не, я, конечно, понимаю, типа, выглядит эффектно, типа, у него здоровенная вот эта вот елда, и он бьет, и это... Так. Интересный дробовик. Не, я видел, что он с молотком делает, но я более чем уверен, что он может много сделать и с обычным, не то чтобы ножом, а этим, как его. Ну вот у него сейчас потрошитель есть вообще. Я думаю, с потрошителем он будет творить очень страшные вещи. Но он просто всех будет раскидывать. То есть даже с обычным боевым ножом он творил все то же самое, что и с кувалдой. Вообще все то же самое. Так, где этот... Погоди-ка. А, мы же не полечились. А я вспомнил, когда подруга была в платье, она боялась разбудить меня, потому что я спал в трусах. Почему? Хотя, когда мы ходили на пляж, ей было плохо, что я купаюсь в трусах. А, ты поэтому, типа, это ж... Ну как? Ну... Очевидно же. Она наверняка боялась, что ты ее трахнешь. Ну ты же спальня. Странно как-то вот подходить так вот человеку. Ну, типа, ну, будить. Пускай хоть и друг, но, ну, типа, не знаю. Ладно, типа, были бы одного пола. Но тут же, типа, может, в какой-то мере это подобная симпатия у него, наверное, есть, и поэтому и слегка неловко и так далее. Ну, блин, причин много, я думаю. Мы справили, дружище, власти Дерин пришел конец. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо за все, что вы мне сделали. А вот и мой рыцарь, сверкающий в доспехах. И что ж они засияют, если вы их малость прочистите? И помыться тоже не помешать. Кстати говоря, вот так, что я могу для вас сделать? Просто подошел поздороваться, я пойду, пожалуй. Эй, я знаю, язык у меня острый, но не поймите меня неправильно. Я очень благодарна вам за то, что спасли меня, мою шкуру. Спасибо вам огромное. Всегда, пожалуйста. Вот и все. Жду останется. Спасибо за все. Блин, вообще. Мега благодарна.
А, вот и НКР. Сейчас в убежище еще заедем. Так, ну с НКРовцами... О, ща поторгуем. Так, добро пожаловать в оружейный магазин Бастера. Я Бастер, а больше здесь никого и нет. У меня тут на полках есть великолепные штучки. Посмотрите, все ваше. Боеприпасы для инъектора. Что нахуй? А, ну это мне не надо. Металлическая... А хотя, у меня же лучше есть. И все? Это все, что у тебя есть? Ладно, 200. Ядри 2000 стоит. Так. Есть что за сотку продать? О, ровно. Хорошо. Может, вы мне сможете собрать что-нибудь нестандартное? Может быть. Есть 10-кратный оптический прицел Trivalent. Прекрасно ставится на охотничье оружие. Не, у меня есть получше тема. Вот что у меня на этой полке есть. Потребуется что-то еще. Это винтовка революция дизайна оружия. В ней используются безгильзенные боеприпасы, состоящие из метательной ВБ. Изнутри, внутри которого находится пуля, так и экономится вес и пространство, что повышает объем магазина. Че это за пушка такая? Так, погодите-ка. Это УЗИшка. Серьезно, это УЗИ? Она выглядит как здоровая херня какая-то. О, 2 пистолета тех самых. Выкидной ножик. Лезвие этого небольшого ножа крепится на пружине. При нажатии кнопка на ручке лезвие выскальзывает с приятным сердцу звуком. Шик. Электрокнут. Лучший друг фермера. Ты не смотрел Робокопа 3? Там были такие. Это не, я помню в каком-то фильме из Робокопа там была такая типа пушка. Но это точно не было УЗИ, оно просто бахало как какая-то херня, типа бэм-бэм-бэм. Там все же взрывала она, типа. Там же такая херня была. Блин, ну, я даже не знаю, что брать. Мститель. Миниган. Rockwell разработал Мститель как замену устаревшему КЗ-53. Среди новшеств стабилизированные охлаждаемые хромированные каналы ствола. Это увеличивает дальнобойность и мощность оружия. Минимальная сила 7. А я его поднять не смогу. Погодите-ка. У него ассортимент меняется каждый раз? Да. Это винтовка? Минимум 5 сила. Ну, что стоит? 20 тысяч сюда, блин. Ну, maybe baby. Меня хватит. Не-не, ну это же одна и та же полка. Я вот на эту полку и жму. И рандомится ассортимент. Рандомится.
М. Так. Ладно, погодите. А, у меня же есть машина, лол. Багажник, давай. Так, это. Да. Голодиск. Голодиск шпион Анкар. Компьютерные детали, убежище 15. Мечта компьютерного фанатика. Счетчик Гейгера. Лопату. Инструмент пускай будет. Брелок. Все, включи. Я хз. Топливный регулятор. Некоторые водители устанавливают этот регулятор, вдвое уменьшающий расход топлива, но большинство водителей не заботилось, сколько топлива жрут их машин. В конце концов, он... А, да? Подожди, что? Я до сих... В смысле не удалось? Блин, да ты что делаешь-то? Ставь его, лоу. Ремонт 100. Не обосрись, ты что делаешь? Ты прикалываешься? Ты серьезно? Как не поставлю? У меня стужа. У меня буквально 100. Пиздец. Ладно. Они ничего не весят, типа. Продай шкурки. Ракета светильная, нафига они тебе? Понимаешь, ну как бы тут не получается нормально продать. По причине того, что налички нет ни у кого. Я по сути занимаюсь чистым обменом. И не более того. Но не выходит просто. Не получается. Как бы мне не хотелось, не получится так, как я хочу. Блин, у меня вот хватает всего на самом деле. Ты узнай, какие патроны тебе нужны. Четыре 7 безгильзовые. Но у него вот таких нет, наверное. Ладно, чё, в принципе... Нахер оно мне надо, да? С одной стороны. Может быть, тут все-таки что-то есть интересное. Зарандомить.
нормальное что-то. Ладно, может вопросы? А как у вас есть? Это предвоенный импорт? Дай-ка угадаем, патронов 14. Не, нет, понятно. Несколько вопросов. Что у вас есть? Не, все так же. Деньги скидывай, потом обратно их заберешь. В смысле? Деньги ничего не весят вообще. Металлическая броня. Кстати, Солику его дам, наверное. Да, Солику дам. В смысле торговца. А смысл такого действия? Отдаю ему наличку. Ну, то есть расплачиваюсь наличкой. Вообще невыгодная тупая херня, как будто бы не. Но в том плане, что... Ну, короче, представь, я покупаю у него говно. Дорогое какое-нибудь. То есть, в любом случае, ну, получится невыгодно. Он мне дает дорого, я продаю ему дешево. Получается, я у него покупаю что-то дорогое, отдаю ему 3К с чем-то, например. После собираюсь с него взять вот эти вот денежки, ту же сумму, скорее всего. Я не думаю, что у него сумма повысится. Ты не понял. А как тогда? Что ты имеешь в виду? Ну, я реально не понял. Данного мува я не выкупил. Потом, если... Так, ты свой хлам выложил, там 12К докидываешь свой пятак. Так, ты свой хлам выложил, там 12К, докидываешь свой пятак. Условно 20К делаешь в своем бартере. А, чтобы купить ту херню? Ну, я понял, ладно. Ну, хоть и у этого есть наличка. Ладно, короче, насрать на этого дварфа. Что-то он мне вообще ничего предложить не может нормального. Как будто бы. А есть какой-нибудь нормальный торгаш? Салон. Так, этот черт. Чё ты, куда ты идешь? Классная машина, парень. Просто клевая. Слушай, я тот, кто тебе нужен. Пригляжу за машиной, чтобы никакая сволочь ее не трогала. 5 баксов и никаких проблем. 5 баксов и духовцы уже на посту. Никогда не сплю, 24 часа. Я всегда здесь. Что это за место? Это НКР великолепная, могущественная, добродетельная новая Калифорнийская республика. Полное совершенство во всех отношениях. Они собираются вывести людей вроде нас из пустоши и повести новому счастливому будущему. Допираешь, о чем я? Давай закончим с этим делом. Ну, тебе нужна моя защита?
Ну, держи. Тупус уже постарается, парень, на твой автомобиль. Ни одна муха не накакает. Ну, давай, давай. А потом несешь остальной хлам на бабки менять свою обратно в Нью-Ирину. Окей. Блин, как же это все замудрено и сложно. Сложно, сложно. Welcome to NCR. Оу. Чем могу служить? Мне хотелось бы вступить на территорию НКР. Ты никуда не пойдешь, пока не уберешь оружие. Блин, да что ты будешь делать? Тему убрать оружие. Че, прикалываешься, что ли? Типа так? И чё тебе надо? Блин, ковыляет, идет. Ладно, вид у тебя достаточно пристойный. Как тебя зовут? Мне надо занести это в протокол. Ну он? Ладно, тогда я открою для тебя ворота. Секунду. Классно. Так, салон. Ага. О, супер мутант. Окновек 13, здравствуй. Рад видеть. Меня зовут Миром. Пожелаем, без разницы, давай ваш фирменный. Атомный особый сейчас будет. $10. Ладно. Сейчас подойду. Пицца. Да.
Ну, кстати, почему бы и нет? О, ровненько. Hello, Тата. Пицца. Drunk again. It's okay. Today is Saturday. Good day to relax. Pizza roll, да. I'm off day and tomorrow is same. Человечек. Стоят, пялятся в стену просто. Нихера себе. Куда ты убежал? В смысле? За дверью кто-то важный? Я мерк, что надо? Инфа. GG. Про дядю что не слышал? Это какой-то наркотик из нейрына. Бля, я заебал. Работа? Ты настолько тупой, ты думаешь, я на кого попал нанимаем? Хочешь работать, докажи, что ты на это способен. Может, я просто пристрелю Ленни, он это заслужил. Слушай, я Нолан, и те, кто переходит мне дорогу на красный, долго не живут, спроси кого хочешь. Но лично для меня здесь-то просто куча говна. I wish not skip train station, I'm in metro. Окей. Look careful. Что хочу, то и делаю, Харюк. Все, мне надоело, мальчики, позаботьтесь о нем. Какая-то, блядь, выскочка въебывается на меня. Вот и нету тебя. Кайф. Also, I need a back to my city with my city battery. Теперь мы так базарим, да? А ничего, что он на меня первый напал, не? Вы чё? Пиздец, он ебашит. Ну хотя, с одной стороны, как будто бы... Мне просто реально интересно, к чему это все придет. Как будто бы... Ну я вижу, что Солик и Вик мертвы.
Мне просто интересно. Если выиграет этот файт, к чему придется. Угу. Держать громозека. Чингачку хуев. Да. Задание по зачистке грязи. Так. Она смешная. Вот и все. Вот и все. И вы получаете 5 единиц кармы. Балдеж. Не, вообще... Они, походу, фул уроды и мрази все. А, это Сулик. А это Вик. Угу. А, вот она, эта батарея, да? Понял. Окей. Ладненько, посмотрим. Доказать как. Просто у меня полно проблем, которые нужно решить, например. Тут в городе завелась одна из этих хабалогов. Она меня достала. Бери эту кучу навоза и потом приходи поговорим. И где искать эту заразу? Не-не-не, нормально же, блин, общался я с ним. Это же он грубит мне. Он начал мне дальше грубить, и он такой, типа, сказал: ага, ты меня достал. Пацаны, разберитесь с ним. И все. И все. И да, они злые, потому что я карму получаю. Но, блин, с одной стороны, на самом деле, да, типа, давайте попробуем разобраться, что за квесты он дает. Может быть, я там переверну все таким образом, что будет хорошо. Плюс опыт получу. Городской церкви. Окей, погнали. Так. Еще пиццы. Бери сразу половину. А мне там... Не понял.
смысле силовое поле? У меня сейчас родных дома много. Спасибо за подписку на ВК. Нифига себе, реально копы, смотрите. Вау. Civilization, ёпты. Меня тут ново, мне нужна честная работа. Скажем, я вас слышал, не так ли? Ага, очень хорошие вещи. Слушайте, здесь кое-кто из моих знакомых, такие как вы, и им придется ко двору. Мгм. М. 3000 человек? Нифига. Никакого рабства, азартных игр, наркотиков. Президента зовут миссис Танди. Моего босса шериф Димон. Димон! Какие наркотики? Вау. Вы видите краснолицего мужчину с дружелюбным взглядом. Нет казино, да? Угу. Здравствуй, незнакомец. Я тебя здесь не видел. Следовательно, ты не с ранчо. Пришел искать работу или купить? Купить. О. Блин, что так мало? Так. Дешевенькое что-нибудь. Пойдет. Граната много весит. Ладно, это не, ну, не последний магазин. О. О. Хм. Да. Я в Анкаре бегаю. Или куда?
М. Ну, ну, кстати, да. Это ты хорошо предложил. По правде сказать. Хм. Блин, вот у Вика было полно всякого. Все. Теперь хватит. Сюда. Сюда. А может быть и не хватит. Не, должно хватить. Ага. Так, Радикс. Нужная тема, по идее. Не знаю даже, к чему эти иглы могут понадобиться. Так. Ну, всякие интересные боеприпасы я стараюсь оставлять. Да. Кто его знает, когда она может понадобиться. Ладно, теперь попробую докинуть вот так. Хорошо. Ща. Да, блин, сука, блядь, я тебя убью когда-нибудь. Ну просто, ну когда-нибудь ты умрешь. Я ведь его не просто так хейчу, этого Вика, ну серьезно, он... Когда-нибудь он у меня допрыгается. Когда-нибудь он, сволочь, у меня допрыгается. Там есть на входе НКР возле двух палаток военных броне военизирован. Попробуй краду. Попробуй краду на них, и ты кое-что дальше решай. Ну, ты, конечно... Ладно, посмотрим. Что за авантюру мне предлагают совершить? Так. Ну, вообще... Да. Ое. Ое. Я скучаю по тебе. На-на-на-на-на-на-на. Танцует. И чё тебе надо? Жестко. Блин, П-90 у него, да, ставят. Боже ты мой. Боже ты мой. Какой же красавец. Так.
Теперь этому уроду ноющему вечно надо... А, я же не взял. Куда я полез? Блин, вот самое забавное то, что вот на нем даже, ну, прям, ну, это подкупает, конечно. Что на нем броня вся отображается так. А, погоди, я же не взял. А ты Metal броник покупал уже? Не. Что-то как-то, ну, мeh. Так, хорошо. Ну, я дойду туда. Блин, или может сейчас пойти? Ладно, пойду посмотрю, что там. Сейчас будет реакция на содержимого кармана внутри охраны палаток. Сейчас будет реакция, ребята. Записываю реакцию. Реакта. Макасины, макасины. Напишу я песенку. Как тут все бывает, как тут. Окей. А, ну я вижу, что они тяжело вооружены. Кстати говоря. Так, я же правильно прожимаю? Да. Но вряд ли на трицахе я смогу что-то вытащить. С оптическим прицелом? Шалость удалась. Вытащил. Да. Ёпта, он сделал это. Как нахуй? Как? Насколько он... Блин, а раньше был пулемет Бозар. Это он? Не воруют, тогда игра будет неинтересной. В смысле? Ты чё? Ты же не из тех людей, которые типа не буду пользоваться всеми благами игры чисто для того, чтобы у меня игровой экспириенс шел анальным образом, или типа, ну, как-то максимально усложнить себе игру. Нахера? Типа, если дает мне игра возможность украсть, я украду. Ну, типа, блин. Ты понимаешь, что программисты, они, ну, потели, делали, добавляли механики всякие. И считай, если я не воспользуюсь их механиками, которые они делают, они такие, ну, нахер я тогда это делал? Такие. Пулемет просто решает всю игру. Именно этот. Да? Ну это круто. Воровство тут абуз. Ну посмотрим. Что как вообще. Внутри города открытое ношение оружия запрещено. Назад. Лица в состоянии алкогольного наркотического опьянения подлежат аресту. Внутри города запрещены работорговля, проституция, азартные игры. Незнание закона не освобождает от ответственности. Идиотов и умников в том числе. Хорошо, когда все равны перед законом. Если вы не можете жить по этим законам, валите отсюда нахрен.
Ну, прикольно. Справедливо. Я понимаю, что программисты не учли, что 80% игроков будут обкрадывать торговцев. Погоди. Я тебя правильно понял? Я ж тебя правильно понял? Так. Ага. Ну тут стоит защита, так сказать, от такого прикола. Ну ладно. Так, работа. Меня зовут Дуппа. У меня тут магазин припасов для ранчо и бюро по найму. Все вместе. Да, по виду ты не слишком похож на работника с ранчо. Как ты обращаешься с пушками? Хорошо. Ну, похоже, ты пойдешь. Мы ищем охранников для перегона бромина в Рейдинг. Оплата 2000 монет минус стоимость любого товара, потерянного в дороге. Если тебя это интересует, подходи к воротам ранчо Вестина завтра. Не покажешься, караван уйдет без тебя. По рукам. Блин, ну куда-то завтра подходить. Куда-то далеко ехать. Ладно, когда буду готов, я, подойду с этим. Ты воровство на очки юзай. Не, я нажимал. Да, ты теперь будешь заниматься сейвлоад плюс воровство. Не, ты видел, как я сражаюсь. Ты видел, что я абузил сейвлоудами? Нет же, правильно? Я понимаю, что сейвлоудами абуз такой, крайне такой жиденький. Таким, пожалуй, я заниматься, конечно, не буду. Таким я не занимаюсь. Сейвлоуд абузом. Сейвлоуд абузом плюс воровство, я бы, конечно, вообще тут, дел бы наворотил, конечно. Это я понимаю. Блин, вот это... Прошу прощения, я доктор Генри, я очень занят. Что вам угодно? Я Нолан, избранный, ищу убежище. Избранный? Конечно, это имеет смысл. Интересно. Боюсь, я ничем не могу вам помочь. Я из подразделения кибергенетики, я не имел отношения к бихевиоральному проекту убежища. Кибергенетика? Аугментации? Это целое новое направление исследований, очень увлекательное, а прямо сейчас я работаю над одним проектом, это будет радикально новый подход к проблеме мутантов. Видите ли, все на самом деле очень просто. Мутантство необратимо, необратимо. Его можно вылечить? Разумеется, мои неодаренные высоким умом, интеллектом коллеги пытались решить всю проблему самым варварским из возможных методов. Очищение тоже мне. Не могу не признать, вначале возникли некоторые проблемы, но мне удалось их преодолеть, как я думаю. Знаете, а вы могли бы мне помочь провести полевые испытания, хотите? Что вы имеете в виду? Я приготовил небольшой образец сыворотки, но ее необходимо впрыснуть в носитель. Я не дам себя тыкать иголками. Вас? Да нет же, сыворотка не настолько рафинирована, чтобы работать с таким невысоким мутагенным коэффициентом. Ее необходимо использовать на супермутанте. Введите супермутанту сыворотку и затем вернитесь доложить о результатах. Как я принимаю, Брокен Хиллз просто кишит ими. А что она делает? Сыворотка должна вызвать регрессию генетической матрицы, что приводит к дестабилизации, ассимиляции аберрантной ДНК, и в результате носитель освободится от мутагенного потенциала. Если бы я знал точно, не было бы нужды в испытаниях. А что мне с этого будет? Вы примете участие в важном эксперименте, по сути. Важнейшее научно. А вы, наверное, про деньги. Что, у меня есть киберпес Маркет 2. Что? Собака? Робот? Робот-собака? Полагаю, я смогу его активировать, привести в рабочее состояние, и к тому времени, когда вы вернетесь, это пойдет. Давай. Великолепно. Вот вам сыворотка, и она в лице стимулятора.
Все, что от вас требуется, это использовать ее на супермутанте и затем доложить мне о результатах. Зачем ходить в Брокен Хиллз, если я могу сделать это прям тут за воротами? Ну, соглы. Пойду ебаным мутанта нахуй. Потом я еще и карму себе подниму. Самое что забавное с этого. Но он же вроде как злодей. А Брокен Хиллз, возможно, ну, не все мутанты плохие. Они же там все-таки работают вроде как, ну типа... Вы приобрели 1000 очков опыта, получаете 5 единиц кармы. Ох, мать, меня сейчас тошнит. Как-то раз... Как-то меня развезло с атомного особого. Жесть. Мать моя женщина, отец мой грузчик. Там все охуевают вообще. Да. Бедный супермутант. Ну, кстати, крутая вещь. Ну как, получилось? Вы провели испытание? Да. И что получилось? Она убила ее, вы говорили, что она будет излечивать мутантов. Можно себе в союзника мутант получить, Маркус. Вы неправильно меня поняли. Я сказал, что сыворотку уничтожить их мутагенный потенциал, хотя, оказывается, этот процесс протекает слишком интенсивно для организма. Ой, еще сильнее рафинировать. А как же моя плата? А, конечно, киберпес ваш, со всеми потрохами. Теперь прошу прощения, у меня много дел. Га-га-га. Пошли. Я вам не дегет. Погоди. Роупес полностью отремонтирован. Га-га-га. Я вам не дегет. Вы видите перед собой нечто полуметаллическую полусобаку, причем определенно функционирующую. Наука. Чего? СВМ. От системы в виде мониторов, представляющих собой несколько компьютерных мониторов и других экранов, не очень занятой вид. Монитор. Окей. Киберпес сильнее Солика? Едрей. Ну, так-то оно правильно. А, вот она, эта церковь, все. Квадробер даже после ядерки выжить. Я бы с радостью вам помогла, но даже них 4 нужно иногда спать. Возвращайтесь, когда станет солнце. Храм Окей, ладно. Здравствуй, дитя. Ты из просветленных? Так, это вас Мерк хочет убрать? Мерк? Что ему надо? Не знаю, что вы сделали, но он искал кого-то, чтобы вас убрать. Убить меня. Это ничего не решит. Я ничем не угрожаю Мерку, я просто раздражаю его из-за моих воззрений. Надеюсь, вы откажетесь выполнить контракт. Да, вы по виду безобидные. Не забывай про торговлю. Что там про торговлю? 0. Что делает ваша церковь? Церковь Хабалоги призвана освободить человечество от цепей, которые держат его в полном духовном потенциале в кандалах. Ах да, вроде как отпустите мою душу на свободу, правильно? Прошу воздержаться от насмешек в адрес церкви Хабалоги. Вот такие подавленные личности, как вы, усложняют жизнь остальным из нас. Ой, у меня прям сплошная турбуленция. Неважно, что вы скажете, потому что вы больше не приобретете расположение церкви Хабалоги. Кощунственный язык. Вы теряете 10 единиц кармы.
Избранно наводит порядок. А. What? Все? Все на меня сагрились из-за этого? Спирали, почему? Ну ладно, выстрелил, слышали, наверное. Я же не просто убил. Так. Я лучше. Я избранный. Избранный. Теперь ник один так называется. По какому тексту вы работаете? Это просто. Я избранный, потому что так и должно быть. Предопределение? А как насчет свободы воли? По вашей вере никакие ваши поступки не имеют смысла. Потому что все расписано заранее. Вы как будто пешки в игре. Вы не понимаете? Предопределен только мой потенциал как избранного, а реализация этого потенциала определяется моим выборами и действиями. Так вы говорите, что есть некая высшая сила, которая создает для вас... создает нас для чего-то, и потом и просто бросает на произвол судьбы? Не верю, что кто-то мог бы быть настолько жесток. Придите к нам, войдите в церковь Хабалоги, дайте нам показать истинный путь. Какой истинный путь? Церковь Хабалоги призвана освободить человечество от цепей, которые держат его в полном духовном потенциале. И как вы это делаете? Вам надо очистить от негативной психической энергии, которая не дает вам выйти из подавленного состояния. Только тогда вы сможете стать просветленным. Подавленное состояние? До тех пор, пока на химические процессы в вашем мозгу действует негативная психическая энергия, ваш истинный духовный потенциал подавлен. Еще хуже то, что подавленные личности могут передавать эту энергию другим. Исключение составляют только личности с очень исключительно сильной волей. Просветленным? Просветление наступает, когда все ваши нейродины настроены. Тогда вы становитесь ником, настроенным искателем колеса. Настроенным искателем колеса. Что является целью всех детей колеса? Колесики, нейродина. Это психические центры нашего тела, останки духа тех, кто погиб в войну, загрязняют их. Их пси-энергия накладывается на наши нейродины с рождения и держит нас в подавленном состоянии. Настройка убирает эти наслоения. А как работает это очищение? Это больно? Нет, это не больно. Надо просто пройти Z-сканирование. Я могу выполнить его прямо сейчас, если угодно. Ну, let's go. Какой энтузиазм. Пойдем со мной. Закройте глаза. Больно совсем. Погоди-ка. Я не вижу сканера. Мы в спальне, чел. Вот, мы стерли несколько плохих наводок. Теперь вы ник один. Теперь, с вашего позволения, мне нужно привести храм в порядок. Чего, бля? Что он сделал со мной? Что он сделал со мной? Да я вроде в порядке. Кама на лице нет. Вроде как. Это странно. Я не понял, что он сделал со мной. Приветствую вас, искатели истины. Я ничего больше не могу для вас сделать. Вы должны продолжать свой путь как ник один своими силами. Да. Надо яду ему вколоть. Интересно. Ну только не спойлери меня жестко, но ты прям вообще очень много рассказываешь. Давай не надо, не надо. Так, госпиталь. Мне нужен врач. Я не знаю. Не думаю, что смогу ее спасти. Может, придется подрезать ногу. Вы шутите? Не, я никогда не шучу. Уж лучше я отрежу эту ногу, пока не развилась гангрена.
А я вам не дам ничего отрезать, понятно. Но если разовьется воспаление, не вините меня. Черт, да у вас крови почти нет, это будет стоить вам 50 монет. Я здесь не останусь. Какого хера он вообще врачом называется? Вы что, профлите, что ли? Не, это не спойлер. Я сам не помню, как решить этот варик. Я от моего предположения. Но... Я вообще подумал о том, что ему засунуть динамит в карман, отбежать, ну, поставить таймер на минуту и отбежать далеко-далеко. Но я еще подумал насчет того, чтобы его зарезать. А вот тот здоровенный дядька, кто он? Это Хос, сын президента Данди. Когда он пьяный, с ним лучше не ввязываться, так что держись от него подальше. Президента Данди. Она дочь президента Радеша, того самого, кто основал НКР. Она уже много лет президент. И очень неплохо справляется, спасибо. Хочешь выпить? Пачка сигарет. Пачка довоенных сигарет Комис. На обратной стороне надпись «Куря Комис». Вы вкладываете свою лепту в строительство демократии. Ну и здоровье поправить. Чуть ниже еще одна надпись. Я как доктор советую вам курить только Комис. Для свежести дыхания, потрясающей улыбки. Похоже, в пачке по 10 сигарет. 10 всего. Интересное количество. Не, ну интересный предмет, скажите. Впервые вижу сигарету в этой игре. Ну, то есть я и предположить не мог, что она есть вообще, в принципе. Эй, Рош, ты мне не нравишься, купи-ка мне выпивку. Пошел нахуй. Ключ всех, а? Я сейчас тебе по полу размажу голыми руками. Прямо здесь, сейчас. Ну-ка, дружище, стань-ка ударищем. Блин, а у меня так себе, да? Ты что делаешь, Сулик, пацаны? Не надо. Ладно, все, можете убить его. Фух. А я сдаюсь, окей, не бей меня. Мы по тебе стреляли, чел. Мы просто по тебе стреляли. Ладно, давайте его попробуем вылечить. Угу. А где киберпес? Чужак. У нас в городе оружие запрещено. Брали все? Нет у меня ничего. Или ты про мои руки? Походу мои руки базуки. А чё он стоит тут? Пошли, лол. Да, блядь. Сука, Вик, ты меня доебешь, реально, серьезно. Ой, Лени, нахуй. Ой, бля, пацаны, вы такие долбоебы. Убери. Пиздец. Погоди, у Сулика тоже что-то есть? И чё тебе надо? Как, блядь, что он? Ёбаный стыд. Ладно, срать я хотел на этого мужика. Союзников было больше харизма.
Ну, у меня харизма 7. А как увидеть вооруженные? Ну, довольно-таки сильно вооруженные. А как увидеть ну, инфу об этом? Максимальное количество людей. Нигде же нельзя. Вроде как. Но мне кажется, максимум должно быть 5. Или типа того. Харизму нажать. Не, ничего. Печать. А, прикольно. Мне даже захотелось, чтобы у меня принтер был, чтобы я это распечатал. Понял. Ну, может быть, у меня реально максимум. Я бы от лени избавился, скорее всего. Ну, или Вика. Вик. Ну, Вик супер бесполезный. Хотя он как мул вполне себе, ну, неплох. Учти, что пес себя не лечит. Ну, понимаю. Не, ну у меня ремонт есть, 100. Вполне себе нормально справлюсь с этим. Опять братцы встали. Общественный туалет. О! Автомастерская? Йоу! Круто. Сейчас я больше не принимаю заказов, понимаете? Это он говорит в грубой форме. А, вон он. Что ты здесь делаешь? Это частно... подожди, минутку. Я думаю, что я слышал про вас. Вы, случайно, не тот, кто уничтожил один из лагерей Мецгеля? Да, я. Да, я. То, что вы сделали, это супер. Я хочу пожать вам руку в знак благодарности. Жму руку. Если вы так довольны моими делами, как насчет маленького денежного вознаграждения, всегда, пожалуйста. Теперь почему бы вам не сказать мне, кто вы? Я Элси, это Гонд. Мы члены группы по борьбе с рабством под названием Рейнджер Новой Калифорнии. Мы бы не отказались от такого солдата, как вы. А? Тимми? Ага. Ох, фига. Давайте, что у вас там? Прямо за городскими воротами живет работорговец. Может, вы видели его заведение? Освободите рабов, затем возвращайтесь к нам и поговорим. Это я могу. Посмать, пукнул. Посмать. Посматка. Пукнул и убежал. Кто-то в чате носит майки? Странный вопрос, конечно. Просто есть два вида: топ-танк и футболка без рукавов. Я думаю, брать что-то из этого просто носить и иногда под рубашку. Девушка в рабочем комбинезоне, девушка явно своя в доску. Своя в доску прям. Некогда говорить незнакомец. Я Элли, городской инженер. А это Татошка, нам пора бежать. Татошка. У вас не найдется... Так я и думал.
Вау. What the fuck? Техническое дерьмо. Кажется, он работает вполне нормально. Генератор, водяной насос. Гав-гав. Ну... Давайте попробуем у Лени забрать кое-что. Так, дай мне это. Ну и все. Ну и стоит тут до лучших времен. Да. Короче, максимальное количество оказывается. Ну все, теперь мы прям нормально. О, собакен. Жесткий собакен. А как с ней заговорить? Что-то я не понял. Босс, мне нехорошо. Ну ты тварь. Чё тебе нехорошо? Что тебе нехорошо? Нытик. Ой, мамочки, больно-те как. Ротом. Ротом. Я говорю с ней. Держи сигаретку. Ничего не даст. Ай, она мне не даст. Я не понял, я чё, типа не разговаривал с этим полицейским? Он же прям сказал, чтобы я пошел с ней поговорил. Зайдите в автомастерскую и спросите Элизу. Спасибо. Девушка Элли. Ну, она... Или все-таки Элиза должна быть прям. Человек металлической брони. Да, поговорим с этими ребятами. Приветствую, Нолан. Я Люк. Чем могу? Откуда вы знаете меня? Джош упомянул, что вы заглянул в наше отделение в дыре. Он сказал, что вы словно та маленькая рыбка, от которой идут большие волны. Что вы имеете в виду? Вы слишком привлекаете к себе внимание. Надо быть поосторожнее. Продолжайте, я слушаю. Я сказал достаточно. Пожалуй, вам пора заняться своими делами. Джошу тоже отделался ничего не значащими словами. Могу я задать пару вопросов? Джошуа позволил вам задать один вопрос. Тоже сделаю я.
Кто вы такие, парни? Вы знаете, где находится убежище 13? Мы братцы стали, больше я вам ничего не скажу. Понятно. Ну это я и так знал. Но все ответы я знал. Знал. Ну тут... А, вот еще место. Окей, пошли туда вниз. Ага. О, вы на постаменте укреплена доска с надписью «Она гласит незнакомцу и убежище 13». Иногда нам надо мечтать о несуществующем и позволить мечтам возносить нас в заоблачные выси. Да послужит нам примером незнакомец и его вера в легенду об убежище 13. Круто. NKR. Зал Конгресса. Добро пожаловать в Дом Конгресса. Чем могу служить? Еще работу. Вот здорово. Тут не биржа труда. Почему вам не поискать работу в центре города? Хочу видеть президента Танди. Насчет населения убежища 15 хочет вступить в переговоры. Убежище 15 не хотят переговоров. Интересно, пройдите дальше. Поговорите с Гюнтером. Я был в убежище 15, и мне нужно поговорить об этом с вашим боссом. Ах да, ладно, она все равно сказала мне пускать всех претендентов. Я сейчас позвоню, проходите в дверь. Так, вот она Танди, да? Что? Какая? Она прям вылитая наша бабушка из Арадеша? Которые хотят заключить сделку, если вы поможете им стать самодостаточным поселением. Они, в свою очередь, дадут вам доступ к убежищу. Так значит, они наконец вняли голосу разума. Я выбью из Конгресса припасы и технологии. Вы уверены, что теперь в убежище можно попасть? Как я и говорил, там несколько ничтожных бродяг проживало, но я их выселил насильно. Звучит не очень. Я Танди, президент НКР. Мои мальчики сказали мне, что вы ищете работу. А что вы умеете делать? Мне говорили, госпожа президент, что я обладаю даром красноречия. По-моему, вы мне прекрасно подойдете. И чем я могу вам помочь? Нам нужны кое-какие компьютерные детали из нашей старой базы, убежище 15. Проблема в скваторах, которые никого туда не пускают. Кто-то должен убедить их впустить нас. Или просто принести детали. Ну что, беретесь? Что ж, мне уже удалось почти все утрясти. Так значит, они наконец вняли голосу разума. Я всегда верила в достойную оплату за достойный труд. Мой помощник рассчитается с вами. Ебать, он мне насыпал! Нихуя, 6000! О, щит! Вот это я нормально так поднялся на этом обществе. Так, что же мне нужно? Мне, по идее, надо вернуться в машину, забрать детали. Пойдемте к машине. И заодно с работорговцами разберемся. Кажется, они там есть. Ну, это, скорее всего, мерки есть. Так сказать, вошел в высшее общество. Ну, типа того, да. Модуль голосового управления. Подожди-ка. А я могу вставить модуль голосового управления в собаку мою?
Блин, мистер Собака, выйдите оттуда, пожалуйста. А, вот он, работорговец. Ага, ага, ага. Все. Окей. Черт подери, И что чё такое? тебе надо? Что такое, товарищ? Вроде плохо тебе. Вот Сулик особо вообще никогда не ноет. Вот он, ну, нормально так. Он просто, ну, выругается слегка. Ну, думаешь такой, типа, может, у него настроение плохое. А нет. Оказывается, дело в том, что он на грани смерти просто. Да. О, бомж. Это куча тряпья, возможно, под ней кто-то есть живой. Так. Прикольное место вообще. Офигеть. Так, ща. Я подойду. Так. Да, ёб твою мать. О! Всё. А. Старье продаем, старье продаем. Так, что есть на продажу? Только нож. У тебя, похоже, руки тем концом вставлены, ниже у тебя вставлены, да? У меня есть $5. У тебя есть какие-нибудь сплетни?
Слышал, говорили, есть док в городе, и у него лечилка какая-то волшебная, только не верю я в это. Вот еще пятак. Потом еще солонина. Старый хрыч говорит, что нашел какую-то золотую жилу. Солонину. Мисс Элли и Татошка были здесь на прошлой неделе, искали запчасти для электростанции. Я им, правда, помочь не смог. Еще пятак. За деньги спасибо, только не знаю больше ничего. Ну, спасибо. Окей. Ну, чё, пора убивать? Пора. Пора, родной, пора. Здоровенный парень с пушкой стоит, внимательно следит за происходящим. А может, не надо? Надо, родной, надо. Чё вам угодно? А что это за место? Это мое заведение. Я Вортис. Веду честное и вполне законное дело. Что бы там ни говорили всякие козлы из НКР. Поскольку внутрь НКР рабы не допускаются. Я держу их для тех, у кого дела внутри. Ага. А я ищу работу. Иди в задницу. Мальчики, ведите вот докучливую дрянь прочь от моих глаз. Выкуси. Понимаю. Короче, они, ну, прям сразу изначально не хотят со мной нормально базарить, поэтому, ну, тут просто дело просто, ну, такое, то, что я как бы, ну, просто такое, типа, нормально сделать хочу, но не дают, понимаете? Ну, просто я такой сейчас просто беру и... Я получаю 5 единиц кармы, потому что я человек хороший, добрый, честный, стреляющий в спину, не более того. Ты чё? Мою собаку, блин! Капец, мы робокопы. Вы гляньте на нас, Зои, просто... Мне лишь нужна твоя одежда. Блин, псина дерьма, будь добр, убей кого-нибудь. Да, блин. Ну, покусал он нормально. Да. Да, это жестко. Это жестко. Ебать. Блин, робопес, конечно, блять, хуй знает. Почувствуй огонь. Носку больно.
Это все равно был протез. Вот же ублюдок. Ха-ха, говорит. Араган, а нога-то не настоящая. Так, ладно. Вот и все. Пиздец. Вот это я, конечно, покромсал хорошечно. Ой, денежки есть. О, какие богатые они. Богатые, богатые, богатые. Блин, вот таких я уважаю, честно сказать. Вот когда у них есть деньги, это прям да. Это прям да. Только уважение и ничего более. Проникаешься как симпатией к таким людям, которые оставляют после себя какие-то вещи хорошие. Если бы они не были плохими людьми, мы бы, наверное, даже могли подружиться. Кто его знает. Угу. Не, ну это хорошо. Это прям очень хорошо. Так, зажигалка, кстати, стоит денег. Прикольная вещь. Да. Так, где там пёсель? Раупёс полностью отремонтирован. Изи-пизи. Всё. Минус рабство. Так, прокачиваем на сей раз торговлю. Балдеж. И побежали. Блин, просто олимпийский чемпион, спортсмены, будущие медалисты. Так. Все, ты можешь переехать в тот дом. Я всякие штучки чинить могу. У тебя есть компрессор Клаудии звать. А, то Клаудия? Да, как его там? Мои... Ты... Клаудия готова к работе. Какая Клаудия? Он вообще о чем?
Грубая шкура. Я забыл его подлутать, кстати. Это забавная херня, блин. Я не знаю, что из-за тебя с Лени приключилось, но я бы на твоем месте тут не ошибалась. Популярность тебе не добавит. Я знаю, что смерть Лени никакая ни к черту не случайность, гнида. Блин, он все понял. Ну что ж, будем выносить мусор из города НК. Ладно, не рисковать не буду. И мой робопес где-то шляется. Врыв. Ладно, чтоб уж наверняка. Yes. Так. Ну все, ребята, всем выпивки за счет заведения. А, блин, да пацаны, каждый, сука, раз. И чё тебе надо? Так, всё, погнали. Так, идем сюда. Так, зайдем сюда. Вы освободили рабов и готовы стать рейнджером? Ну, нет. Но нам всегда нужны хорошие люди, чтобы бороться за идею. Если передумаете, приходите. Вы уверены, что вы не хотите стать одним из нас сейчас? Ну, блин, в принципе, рейнджером, типа... А, ладно, не буду пока. Ну, это, скорее всего, просто доступ к каким-то квестам. Так, сейчас я мэру отдам. Чепушку. Чепушка.
А, то есть вам детали не нужны? Интересно. Еще не хранить, все не они на одно лицо. Инкубаторские, что ли? Пропуск, пожалуйста. Чё? Какой пропуск? Какой пропуск? Тот торгует ее секретами. Ну, это он, очевидно, продает секреты президента. Так, подождите. Так, он ушел. А он мне ничего не скажет на то, что... Понятно. Может быть, стоит до утра тут покумекать. До утра. Всё. И пропал, блин. Не, ну у них шпиона, ну, как бы, им насрать, что ли? Видимо, надо просто искать этого челика. Он вдруг просто резко пропал. Что прикажете? Выпить. Понял. Ладно, давай, делай меня рейнджером. Я готов. Клянешься ли ты бороться с рабством? Всегда и везде, когда и где не представится эта возможность помогать братьям со своим рейнджером в трудном минуту. Ну да. Поздравляю, теперь ты рейнджер. О, 10 единиц кармы и 3000 опыта. Воу. Твой долг бороться с рабством, где бы оно ни возникло. Все. Рейнджер. Power Ranger. Я теперь Power Ranger. Так, пойдем отсюда. А или мне вообще ничего не скажет, да? О, боже мой, сделайте что-нибудь. Что мне делать? Мне срочно нужно... А, то есть мне надо было стать рейнджером и только с ней... Так, ладно, что происходит? О, господи, это Джек. Он угрожает взорвать электростанцию. Времени совсем нет. Остановите его. Вы же можете это сделать, правда?
Хватит терять время. Покажите, где это. Не подходи, у меня бомба. Не делай этого, Джек. Всегда есть выход. Лучше. Лучше? Как же? Да что ты понимаешь? Я понимаю, что иногда жизнь представляется нам не лучшим так. Ни черта я не понимаю и ничего о твоих проблемах не знаю. Так. Я понимаю, что иногда жизнь представляется нам не в лучшем свете, но взрывы свет не поменяет. Подумай. Да сейчас я Джек, теперь люди будут слушать меня. У меня бомба, так что даже не рыпайся. Ну... Надо было сказать, расскажи мне. Ну что поделать? Блять. У меня просто была депрессия, типа. Так, ладно. Сейчас присоединимся к рейнджерам резко. Это Элиза. А, это Элиза. А это вот реально просто Элли. Ну он, значит, собирается подорвать все утром. Хорошо, ладно. Так, он собирается подорвать все через час. А? О? Что это? Что у него есть? Ты же играешь в Fortnite, у тебя же есть. А? Тут пускай. Ну и пусть. Тохта барболки неха. У тебя же Fortnite работает, он же у тебя включается, есть же. Ну не посюда, ну и что? Ну вот эту игру ты можешь установить. Fall Guys. Так, надо выйти, зайти, видимо. Да, вот как будто бы что-то подгрузилось слегка. Ты про чё? Да. Все. Ситуация с бомбой. Давай, расскажи, на то пошло. Это что, какой-то трюк? Забалтывать Джека, пока его приятели не придут и не грохнут его? И кто тебя убить хочет? Ну, Мира, например, это, сука, моя бывшая жена, и ей не нужен труп. Так, а кто у нас Мира? Ну, как я сказал, моя бывшая, она тут трахалась направо-налево, ее вот на этом поймали. Я ее на этом поймал, и она теперь еще говорит, что это я плохой парень. По суду она мне все барахло отняла, еще хочет, чтобы я концы отдал. Ого, вот это да, совсем несправедливо. Ни хрена, но ничего, теперь люди будут меня слушать.
А ты подумай, ну взорвешь ты тут все, и что люди скажут? А вот Джек-то слабак, он как у своей жены под каблуком был, так и под каблучниками остался, по-мужски поступить не сумел. Ты что, опять позволишь ей выиграть? Ты правда так думаешь? Конечно, ты что думаешь, я вру? Блин. Мудак. Я не знаю. Не дай ей победить, Джек. Да хрена, у тебя в башке одно красивое вранье. Для тебя пустое место. Бля. Странный Джек. Ни черта я не понимаю. Так, никто тебя убить не хочет. У нас тут мира несправедливо. Это правда. Вот твой шанс. Ладно, может действительно так. Это вообще была не лучшая идея. Вам удалось его отговорить, это просто чудо. Город у нас огромном долгу. Слушайте, это не так много, но вот несколько руководств, которые я собираю, может продадите или еще что. Просто знаете, я до сих пор под впечатлением того, как вы уладили дело с Джеком. Сейчас нам с Татошкой пора бежать. Татошка. Плакат в розыске? Ничего себе. Ну, пожалуйста, не загадаться, я карал заместитель. Окей, ладно. Кранчо Вестина. Ранчо Вестин. Где Вестин? Хер его пойми. Даже бриллиант, что увидели последний раз. Да. Дела. Я, кстати, все еще не видел шерифа Дюмона. Духус. Ух ты, сообщение проблемы. Я чувствую духовный резонанс. Ладно, сейчас попробую. Да? Это верно, парень. Пойди повидай с Мерком. Ему всегда что-нибудь нужно. Пока-пока. Но Мерк мертв. Что у вас есть? Так, ну давай вот с этим. Вот с этим можно как-то, да. Значок. О, у меня значок рейнджера. Так вот это и есть мой пропуск, оказывается. Охотничье ружье. Понятно. Только охотничье ружье.
О, привет, Скар. Здорово. Рад видеть. Погоди-ка. Ну-ка. Попробуем. Вот так вот будет быстрее. Vamos это. Блин, какой ему пропуск нужен? Вообще не понимаю. Так. «53 натуралист». Неплохо. Я скоро вообще полностью прокачаюсь. Буду на все руки мастером. Окей, окей. Ну тут особо ничего не поделаешь. Так, тут я закончил, там я сделал все. Рейнджера. А, вот раньше. Это частная собственность. Пожалуйста, проходите. Простите, но кто здесь живет? Это раньше Вестина. Могу я поговорить с советником? И какое дело с мистером Побеседовать с мистером Вестином. Мистер Вестин не станет говорить, с кем попал с улицы. Если у вас к нему нет такого дела, я предлагаю вам уйти отсюда, не приходить. Ну окей, допустим. Давай до утра. Бочкообразной грудной клеткой. Вот он мне нужен. Ты здесь для перегона? Да? Чудесно, давайте выходить. Погнали в рейдинг. Так. Тупой солик, просто пиздец. Жесть какая-то. Да? Ну ни хрена себе, больно. Дитя ночь. Да ладно, опять они. Хорош.
Блять, как ты можешь промахиваться, я вообще понять не могу. Как? Блин. Блин, начальник каравана умер. Ядрить. Смешно, говорит. Ёбана. Минус бромин. Хорош. Страдай. Хал перезаряжает оружие. Панкор Джек Хаммер. Хуяся. Блин, они травят, что ли? Черт. Ай, ну козел. Молодцы, давайте продолжайте стрелять, убейте меня. Пиздец. Да ладно, ни у кого нет противоядия. Я продал их. Это как всегда. Оказывается нужным, и оно сразу же пропадает. Ой, ядрень. Солик. Это тебе. Ёб твою мать, сколько она весит? И чё тебе надо? У нее даже тут, оказывается, костюм меняется, я не замечал. Супер кувалдос.
Все чисто вперед. Ну нихера себе. Так. И чё тебе надо? Лазерная винтовка. Да. Лазерная, черт бы его драл, винтовка. Ну да, скорее всего, можно было бы так сделать. М. Сколько эта дура весит? 17. 17. Блин, где же моя машина, когда она так нужна? Так. Шила. Начальница каравана, блин. Забавная. Скрытое оружие. Это может быть интересно. Все, вперед. А, я не сохранился. Ах, блядь. Ну ладно. М.
Ну, потопали. Так, хорошо. И тут мы стоим, ждем до утра. Так, но прежде чем мы туда ворвемся, так. 300, да? М. Мгм. Всё? Сотку поднять я могу теперь. Вы наткнулись на караван. Все чисто, вперед. А, то есть нам должен был повезти. Понял. О, неплохо. Повезло. Так, ща, погоди. Стулик. Так, и что-то за 400. Ну, блин. И чё тебе надо? 400. Что может стоить 400? Ну... О, шкура гека, кстати. А, пойдет. Так, что там у меня? Натуралист 53. Читаю, читаю. 54. Балдеж. Совсем забыл. Опять? Серьезно? А, это она же? В смысле? Как мы наткнулись на нее же сразу? Ну, типа, как? Окей.
А как так получилось, что он не сбрил первого стоящий передо мной? Обычно разбривают. Гадкий летун. А, за мной же тупые рейнджеры, которые сейчас могут... Как же травят меня. Блин, они мне сейчас хентай устроят. Ага. Так. Почему он выстрелил в Брамина? Ну, кстати, собаки супер посрать должно быть на этих летунов. Вы Да ё-моё. Ядрите, они меня травят, конечно. Наткнулись на пришельцев? Что, блядь? Насколько это редкая хуйня? На меня алиены нападают. Так, тут я, пожалуйста, сохранюсь. Большая доза радиации.
Ёб твою мать. Сука, мерзкие твари. Неприятно. Теперь придется антирадином запасаться. Я патроны забыл. Блин. Жизнь них много хп. Лучевая болезнь. Ебать. Опа. Наконец-то одного убили. Здоровенный пришелец умер. У них очень много здоровья. Гризган. Есть. Нифига. Вот это жестко. Бля, у вас патроны кончились, что ли? Ёбаный рот. Предал. Ведь окей. Здорово. Отлично, последний остался. О, все. В смысле? Там еще есть? О, мать твою. Ай, Вик, сука ты. Так.
Только 14 урона получила. Ёб вашу мать. Я единственный, кто на урон наносит, по сути. Практически. Очень много народу почему-то не стреляет. У них реально патроны кончились. Не, я походу сейчас сдохну просто. Не то чтобы от урона, а от радиации. Окей. Четыре 4600. Ёбана. Пришельцы ядрить. Да. Вот так вот я узнал, что не одинок на этом свете. Так. Ну. Хотя бы так. Миниганы, пулеметы, гранатометы, огнемет. А, ну у меня же по сути пулемет. Ладно, пока не трогать не буду. Да вы чё? Я начинаю бояться, что мне патронов не хватит. Ой-ой, кто-то не справляется с работкой. Ну, не знаю. Как будто бы исправляемся, но в то же время... Ну, вроде все нормально. У них появились патроны. А до этого они не могли стрелять почему-то. Может быть, все не так уж и плохо. Им нужно по глазам бить. Ага. Ну, что поделать? Как же мне радиация душит. 200, 300. Нормально. Минусанули. Ёбаный рот.
Блять. Ты где день бронированный? Я ебал. Минус 2 бромина. Хорош. Отлично. Осталось с этого мочкануть. Глаза? Вопрос. Так. Блять. Хорош. Нормально. Да, боеприпас у них кончается, прикиньте. Пиздец. Повреждает дыхательный орган. Блин. Только меня случайно не убить, идиота. Что-то не особо много урона наносит, выстрел в глаза. Походу остается надеяться чисто на криты. Чел. Ну, слава богу. Ух, хорош. А, 50 очков здоровья, ну нормально. Ну, кстати, нормально вообще. А что до этого было как будто бы мало? Или я плохо смотрел? Ой, боже, еще последний остался. Просто... Чё...
Блин, жуть какая. Они отчаянно его пытаются убить, бьют, а ему все равно. Броня все не пробивается. Жуткая херня на самом деле, если так подумать. Прикинь, максимально отчаянно пытаешься убить ему, а ему все равно. А он потихоньку встает. Ужас. Прикол, это что за патроны такие? Точнее, что за пушка такая? Так. Пистолет-пулеметы были оружием Национальной гвардии до перевооружения производства Гаррисганов. Был простым и недорогим, поэтому их все еще несложно найти. Дешевка. Наверное. Погоди-ка. Увидите деньги. Где? В инвентаре, наверное. Ёб вашу мать. Лучевая болезнь, отравление. Что дальше? Значит, лучевая болезнь, помрешь. Но очень похоже на это. Нервный центр. Надо будет в описании почитать, как лучевая болезнь действует. Ну, так же, как и отравление получается. Вот, суки. Пизда. Вы... Я так проиграл первый Fallout, пришел в восхищение, нахватил там рад и не мог уйти, сразу на глобальной карте умирал. То есть так. Блин, коварная хуйня получается. Блин, что-то жестко. Ёб вашу мать. Почему? Из-за лучевой болезни у меня очки действия типа ограничены. Сука, я не хотел перезаряжать, блядь. Ой, какие же мерзкие твари. О, нифига себе луч.
Рейлган, ёпт. Целуются они мои почтения. Да. Романтики, что сказать. Сука. Да что им Брамин-то сделал? Почему Брамина? О, хорош. Хорош. Парализует летуна. Все, пускай так и лежи. Блин, ну коровку-то оставь в покое, ну ё-моё. Блять. Но я не думал, что это я буду причиной смерти коровы, ну. А, я от них тоже получаю дозу радиации. Да, это жестко. Угу. Понял. Да вы... Блин, какой же маршрут ублюдский, серьезно. Как, в принципе, до рейдинга что-то доходит, я вообще не понимаю. Это же жесть какая-то. Робопес умер. Ёбаный, бобаный. Не, ну... Это обидно. Робопес был подвергнут мелкому ремонту. Ну окей. Может, надо в разных направлениях идти, не обязательно направо. Наткнулись на кого? Да блин, я не выдержу еще одну. Ну хотя 4000 опыта. Не, антирада нету. Ну шо, пора стрелять. Пора, родной, пора. Я проебался. Но или не проебался. Поздно. Блин, 6 коров осталось. Браминчики. Браминчики. Так, 3 шага. Блять.
я опять... А, мать твою за ногу. Пизда, Вик, пошел нахуй, Вик. Вик, иди нахуй. Как мне заебал Вик, падла тупая. Боже, этот толстый ублюдок, просто я ненавижу его. О, сраный Вик. Доктором, ну, хороший. В смысле не попасть? Здоров. Здоров. Здоровый. Коровки здорово. Реанимировать можно? Пусть мертвые покоятся с миром. Да блять. Только навыком некромант. Да. Но почему мой брамин не мычит и совсем не пахнет? Это все благодаря некромантии. Серьезно? Блять, вы серьезно так сильно хотите убить эту корову? Они серьезно настроены против этой коровы. Ёбаный рот. Она ж вкусная. Анархи 9, спасибо за подписку на ВК. Большое спасибо от души. Я думаю, скорее всего, ты убьешь корову из племени. Но я тоже боюсь насчет этого. Блин, может быть... Я вот он стою, что ли. Сука, я путаю себя с НКРовцами. Ах, Сулик. Сука, вот не хочу на тебя ругаться, но, блядь, Сулик... Ну ладно, значит, не судьба этой корове выжить. Не судьба. Я не могу ругаться на Сулика. Он слишком полезный и накачанный крутой мужик. Да. Ему только ножи надо давать. Да не обязательно. Если бы не Сулик, то Вик бы поставил точку. Вот тогда бы я загрузился. Просто вот, чтобы Вик, падла, насрал. Ну, я этого не вытерплю. Сука, Вик, блин. Хорош. Минус. Это не минус был. Так. Здорово, что заришь? Неужели я опоздал на фоллоч? Да, жестко опоздал.
Ты же в курсе, что если все ады не тратить, то в следующем ходу не добавляется к уклонению? Да? Нет, не знал. А, класс брони повышается? Я только заметил. А. Ладно, не разберутся с ним. Да, блин, класс. 37. Наконец. Пожалуйста, добейте его. Спасибо, блин. 5000. Ну... Ну... Я за этот поход точно прокачаюсь. Господи, мы дошли, ёбаный стыд. Дьявол нас задели, да ты отлично справился. Тебе полагается еще и премия 1000 монет, это сверх 2000 оплата. Ну и рейтинг, держись. Хелл, старший перегонщик. 2000. Хорошо было с тобой работать. А, то есть я... я понял, все. То есть через эту ебейшую пустошь я прошел пешочком, теперь обратно пешочком, так как у меня машина осталась в НКР. Не спорьте с судьбой, присоединяйтесь ко мне. Спасибо, Гранд Фоллен, за рейд. Гвоздей не хочешь? Привет, ребята. Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет? Здорово, здорово. Привет, рейдерам. Что делали? Рассказывайте. Приятного вечера. Да, 2000 на самом деле, конечно, маловато, но... Что поделать? Ты когда-нибудь слышал о такой вещи, генератор эдемских куч компактный? Точно не знаю, только знаю, что у нас тут такого нет. Поищи-ка лучше убежище. Игру делали? Пиздец, не могу уже уехать домой час. Офигеть, а что так? Начал стримить 2 месяца назад. Нормально. Получается, в то время, когда я стримил создание игр, что, вдохновил тебя? Так. Горняк. Вау. Привет, я крутой Дэн Магрю. Почему меня называют крутым? Потому что это самое крутое. Мне на развоз с работы 300 рублей дают, за эти 300 я не могу уехать. Блин. Понятно. Тут вам не выставка уродов, убери. Он про что? Про оружие? Ну, я игры и раньше делал, много кто вдохновил. Не, имеется в виду стримить именно создание игр. Насчет того, что создание игр, ну, само. Это понятно, но именно стримить игры. Создать, ну, как ты создаешь игры. Ну, ты понял, короче. Моурат Комбо. Он про Сулика. Серьезно, он про Сулика так базарит? Господи. Блин, ну и помойное место. Ебал, дремал.
Мне это место в уныние уводит. Ты думаешь еще разработка? Да, конечно. Конечно, конечно. Буду. Ну вот просто как-то это. Пока вот так. Бродинги все торчат на джете. А, только не спойлери ничего сильно. Не работает. А если я починю? А. Лифт шахты. Станок. Где вылечить, пока живой? Ну, я хз как лечиться. Так, у вас тут есть какая-то работа и вообще что-то происходит? Свой слуги, какая-то доработка. Что за слухи? Но всегда ходят слухи, что рейдинг захватит и что по ночам Ван Минга вылезает из могилы на кладбище. Блин, кто-то же даже проговаривал, что пару месяцев назад видел какую-то летающую машину. Летающая машина? Да, но кое-кто из моих шахтеров тогда летал и без всякой машины на одном винте. Так вот, клялись они и божились, что видели, как корабль пролетел мимо на юго-запад. Как насчет других слухов? Что за Ванаминго? Ванаминго такой мерзопакостный зверь, ростом с 2 людей. Капец здоровый. Сильнее быка, вместо рук ласта с присосками. Еще его выстрелы не берут. Говорят, что индейцы призвали их, чтобы отомстить белым людям за все, что творилось в войну. Хотя мне в это не очень верится. Что за захват? Город-убежище захватит нас, чтобы прибрать так. Одна из семей Нюрина и даже НКР готовят вторжение. Понял. Привет, Краска. Здорово. Рад видеть. Так, ну... Меня зовут опасный Дэн МакГрю. Управляю шахтой «Утренняя звезда». Чем могу служить? Почему тебя называют опасный Дэн МакГрю? Потому что я самый здоровый, сильный и крутой подземный змеяжор в этих краях. Опасный Дэн МакГрю. Правильно. Да, я. Да, похоже, ты тот еще парень. Ну что ж, не буду отнимать тебе драгоценное время. Это ты-то крутой? Блин. Так. Тут у нас базар фильтрует. Ответишь за базар? А я сохранялся? Купил Тарков с корешами, решили поиграть. Хрен соберешься так. О. И чё, во сколько обошлось? Сие удовольствие. Весь город придется мочить. Слушай, мистер, я тебе разве что черта лысого дам. Так вот. Вот ведь незадачка. Он от нас уехал, теперь он с глаз моих. Ой, ну ладно, прошу прощения, расскажи мне, что нужно знать. Надо было подумать об этом до того, как выпустил все из-под контроля. Пошел хер нас. Да, выражаться ты умеешь. Ты что, не знаешь Дэна МакГрю? Ты мне за базар ответишь. Ага, аж 2 раза опасный Дэн. Ну, раз уж мы деремся на руках.
Мы делать из тебя холодец. Вик такой, типа... Понял, все. Вик у меня маньяк, нахуй, просто. Решил въебать. Как следует. По солнышку или по печени бей. Ладно, в рот я ебал это место. Просто уйду отсюда. Меня реально это заебало. Уйдем отсюда. Так, правда, слегка подхилимся. Вот где я нахожусь? Вы находите свой... Вау. Так, тут доктор есть, да? Ладно, пойдем искать. Госпиталь. Здравствуйте, я Док Джонсон, и по моему профессиональному мнению, вы выглядите не совсем здоровым. Вас подлатать? Да. Лечите. Ёбаный. Нет, он меня не вылечил, блять. Так, припасы. Давай. Мне, походу, пиздец. Есть такое мнение. Вы допустили потерю дорогостоящего пузыря. Да. Поищи его по шкафам. Окей, погоди. Так, позвольте мне задать вам еще один вопрос. Почему вас зовут Наркоз? Потому что мои больные обычно теряют сознание раньше, чем успевают очень уж сильно закричать. Это такая шутка. Понятно. Ну, это утешает. Наверное, тогда позвольте спросить еще кое о чем. Что у вас происходит в городе? В последнее время шахтеры больше времени проводят под кайфом, чем на добыче руда. Если так будет продолжаться, рейдинг перестанет добывать золото. Хотя Ньюрина это, похоже, не беспокоит. А откуда винт берете? Весь этот винт поставляет в город семья Мардина из Ньюрина. Поступает он по большей части в крупной фасовке. А потом я его фасую по разным капсулам. Так что именно весь его тут я и продаю. Ага. Ну, значит, вы большие дружки с Ньюрина. Я фасую винт по капсулам на одну дозу и затем распространяю их чисто в качестве услуги для жителей рейдинга. Я не имею с этого никакой прибыли. Если бы я отказался это делать, то наркотик фасовал бы кто-нибудь еще и наверняка в антисанитарных условиях, а потом я за всю жизнь не смогу справиться с болезнями. Какой же вы милый человек, это просто замечательно. Тогда позвольте, как благородно с вашей стороны, доктор. Я был бы вам очень признателен, если бы вы несколько поумели свой сарказм. Если угодно, называйте это благородством. Я предпочитаю говорить о практичности. Владельцы шахт платят мне премию за то, чтобы шахтеры были относительно здоровы и способны работать. Если я допущу кого-то другого до манипуляции винтом, я никогда не смогу выполнить работу, за которую мне платят. Так. Мне говорили, у рейдинга недавно начались проблемы с экспортом. Да, конечно, винта слишком много, работы слишком мало. Но где вы это слышали?
Мне рассказал Маклюр из города-убежища. Я знаю Маклюра. Он один из советников города-убежища. Что он вам сказал? Что добыча руды стремительно падает, а цены на золото растут. Это правда. Шахтеры здесь вместо работы ширятся винтом, поэтому экспорт падает, а цены растут. Как долго продолжаться это не может. Ебать, они просто все в хламину упарываются наркотиками и все. Ну что ж, господа. Это жестко. То есть хотите сказать, что я по сути застрял в этой жопе ебаной? Я правильно понимаю ситуацию всю? Я вижу ситуацию очень плачевной. Я как будто тут уже все. Остался с пропиской пожить нахуй. Блин. И как назло машины нет. Ситуевина. Ну чё, думать будем думать. Привет, паренек. Что старая вдова Рони может для тебя сделать? Да так ничего особенного, просто гуляет до свидания. Старая вдова Рони может для тебя сделать. Это не Омск случайно. Меня зовут Эрл Мэрион, шериф города Рейдинга. Рад вас видеть, рейнджер. Откуда вы знаете, что я рейнджер? Это просто у вас татуировка на загривке. Черт, мне казалось, это секрет. Если бы тут водились вороны, они успели бы свить гнездо у вас во рту. Я просто пошутил. Я серьезно, это моя работа знать такие вещи. Мне все любопытно. Как вы узнали? Если вам уж так хочется обломать мне всю таинственность и драматичность этого маленького, и у меня есть друзья НКР. Хорошие друзья, можно сказать, у нас есть общий интерес. Какого рода общие интересы? Все мы уважаем необходимость закона и порядка. И мы еще беспокоимся о будущем рейдинга. Но рассказывай. Именно. Рейдинг не может вечно оставаться сам по себе. В какой-то момент нам потребуются друзья. И я хочу устроить так, что когда нам потребуются друзья, они у нас будут настоящие. А бывают не настоящие. Еще бы. Не уверенно просто выпотрошит рейдинг, чтобы прибрать к рукам наше золото. А город-убежище будет держать нас за людей второго сорта, а не считать полноправными партнерами. А вы думаете, люди из НКР не такие? Я знаю, что нет. НКР — это будущее пустошей. Вместе строим лучшее будущее, так, кажется, написано у них на лозунгах. Они хотят, чтобы мы стали частью республики, а не сдались ей на ее милость. Ну, НКР, да, прикольно, ребята. Работорговцы на лбу. Да. Но это он пошутил. Он же просто в курсе, что мы рейнджер. Видимо, как-то он связывается с НКРовцами. А те сказали, что у них новый рейнджер появился. Понятно. А как бы можно повлиять на общественное мнение рейдинга? Ну, пока время для действия еще не пришло. Но когда придет время, я дам вам
Но я дам людям знать, на кого они смогут рассчитывать в трудную минуту. Этого достаточно пока. Ну, с чем пожаловал? Вам нужна помощь, шериф? Да, помощь мне точно не повредит. Замените меня пока, ну, как бы по совместительству. Платить буду хорошо. А вы сослужите добрую службу города Рейдингу. Хорошо. Чем помочь? Интересно, я сюда никогда не приходил, будучи рейнджером. Всегда раньше НКР прихожу. Вот это правильно. Рейнджер. Рад слышать. Вдова Руни очень сильно просрочил квартплату. Ее дом прямо через переулок запада отсюда. Надо всего-то выселить ее из дома. Если она не сможет наскрести денег на оплату долгу мэра Аскорте. Мэр Аскорти, кто это? Аскорти, мэр города Рейдинга, у него есть свое заведение Аскорти. Прямо через дорогу. Чуть к северу отсюда. Так, ты поможешь мне или нет? Окей. Сколько она ему должна? Не знаю, но наверняка она сама тебе скажет. Беретесь? Да? Окей, до свидания, шериф. Да, я последний чуть не забыл. Вот тебе звезда шерифа, может понадобиться. Спасибо, шериф, это большая честь для меня. Я не позорю ее действиями, которые бы вы не одобрили. Серьезно? Настолько все, блять. А как мне? Привет, паренек. Так. Я просто гуляю, знакомлюсь с людьми. Кто где живет, приятно познакомиться в Даваруне. И мне приятно с вами познакомиться. Ко мне не часто заходят вежливые люди. По большей части заходят просто угрожать старой больной женщине. Вам угрожают? Почему? Но я должна скортить за полгода 120 монет. Ну, постараюсь, хорошо. Денег у меня просто нет. Несколько моих браминов заболели и умерли, и мне нечем платить. Если я не отдам ему денег в самом скором времени, он опустит на меня шерифа, а тот меня выселит. Не могу я смотреть, как вас выселяют. Может, я за вас заплачу? Зачем мне деньги? Я избранный. Выселить такую безобидную бабку? Это не есть хорошо. Кто же на это способен? Аскорти. Аскорти просто-напросто самый жадный, продажный, скользкий, низкий, подлый и мерзкий лизоблюд во всем этом городе. Он здешний мэр и мой квартира хозяин. Этот Аскорти. Что же вы сразу не сказали? Понятно, значит, вы теперь делаете грязную работу для Аскорти. И что вы собираетесь делать? Убить меня? Вышвырнуть на воздух? Сколько вы должны за аренду? Я же не могу вышвырнуть старую женщину на улицу. Ну, давай. Я не могу себе позволить забрать деньги у больного на голову. Увы, мистер избранный. Это нормально. Нет, нисколько не навредит. Вот вам 120 монет. Изи, блядь. Кто мне поможет в этот жуткий час? Радиация пустоши изменила вас. Одна из ваших особенностей превратилась во что-то другое. Вот это неплохо.
О. М. Ну, погодите, давайте-ка я сохранюсь. Блин. Рейдинг. Давай мутацию посмотрим. А. То есть так. Окей. М. Так. Эскорте. Ну, как будто бы ускоренный метаболизм меня спасет. Ты очень благородно поступил. Я не дам вам друг другом драться. Ну да. И как ты это нам не дашь? Сначала я вас очень вежливо попрошу, потом заряжу пушку и буду ждать, пока не появится подходящая мишень. Шериф попросил меня помочь ему, пока он лежит со своей ногой. Я дал ему слово и сдержу. Ну ладно, если только ради шерифа. Мы сегодня не будем. Спасибо за понимание. Шерифа уважают, смотри-ка. Так ты идешь разнимать драку? Лол, в смысле? Они же не будут. Привет, чушек. Привет, морячок. Часто сюда заглядываешь? Ты пришел в гости к Фанни Мэй? Ну так, гуляю, осматриваюсь. Привет, чужак, привет. Че надо, жертва аборта? Блин. Да. Хотел бы я, конечно, но нельзя. И что ты с этим собираешься делать? Ты сопля недоделанная.
Шериф попросил меня помочь ему, пока он лежит со своей ногой. Я дал ему слово. Да, этот Мэри, он ничего. Ну ладно, если только ради него. Можете радоваться, как коферы. Как у него вам раздача не обломится, мать вашу. Чисто именем шерифа остановил их всех. Угрозы бы только ухудшили ситуацию, мне кажется. Я не знаю, как тебе это удалось, но такой тишины в салоне маломет я еще никогда не слышал. Вот твои деньги. Да, гол. Кто-то сильно обескалечил шлюху. Окей, окей. Ладно, мы выясним, кто искалечил шлюху. Я поймаю этого преступника. Блин, ребята, кто-то калечит шлюх. Ладно. Ты был со мной так нежен, так это делал, как будто правда меня любишь. Схлипывать, если бы только со всеми так было. Ну, когда ты со мной это так. Все, с меня хватит, завязываем. Мы с моим хахалем собираемся убраться отсюда и начать за праведную жизнь. Вот только выплачу долг Лу. Что за долг? Ладно, я должна Лу деньги, не могу уйти, пока не расплачусь. Но как только шмыгает, возьму своего милого в охапку, я смоюсь отсюда, куда глаза глядят. Вот только бы еще капусту поднабрать. А чё, твой бойфренд не может оплатить долг? Он правда хочет, но ему самому едва хватает. Он же на шахте работает. Мы все надеемся, что он найдет большую жилу, но пока никак. На прошлой неделе на него упала балка, раздавила его ноги. Теперь он не может работать. Похоже, у вас есть черная полоса. Так, сколько тебе надо? 200 монет. Да ладно, я ведь тебе не сказать, что... Я ведь не сказать, что была лапаю, а? В любом случае, я могу поработать проводником отсюда вот 200. А похуй, пускай берет. Спасибо огромное. Но я не думал, что такие добрые люди бывают, не только во сне. Ты лучше всех. Спасибо еще раз. Слушай, хочешь за бесплатно за счет заведения? Я принимаю твое предложение. Спасибо еще раз. Твой уход будет такой потерей для профессии. Фанни, до свидания. Опасный Дэм Магрю и Лу. Это персонажи одного стихотворения. Книжка натуралиста. Пойло. Окей. Ну, надеюсь, я встречу антирадинчик. Иначе мне хана. Как же не хочется стать гражданином Рейдинга. Не знаю, у меня ускоренный метаболизм, и я как будто бы должен выжить теперь. С ускоренным метаболизмом. Я же сделал мутацию. Значит, ускоренный метаболизм должен справиться. Привет, я Мельхиор младший. Если бы это был сталкер, то можно было бы просто накатить. Да, есть такое.
Я просто хотел еще раз сказать вам спасибо, вы поступили правильно с миссис Рони. Конечно же, мне не хотелось вышибать бедную старуху на улицу. А, вот она, да? Но вы бы так поступили. Хорошо, давайте поговорим о другом. Приветствую, добро пожаловать в добрый город Рейдинг. И мой экосистем. Но здесь у вас Аскорти, каждый ас. Я Аскорти, владелец и мэр этого милого города. Чем вы здесь занимаетесь? Управляю этим казино и помогаю управлять городом. Контролирую такие вещи, как акты и прочее. Как и акта. Все виды частной собственности, но сейчас у меня целый вид ВОЗ актов о продаже. Что там такое? Сделка с великой шахтой Ванаминго. Сразу на выходе из города я могу продать ее вам за $1000. Специальное предложение, вам просто повезло. Ну и что вы не договариваете, мэр? Ничего, совсем ничего, просто вам придется выгнать кое-каких деятелей, которые там обосновались. Для такого закаленного человека, как вы, проблем не будет. Если хотите, я расскажу подробнее. Вы знаете, мэр, не хочется мне... Ну, подробнее давайте. Ну, там развелись какие-то звери, и пока их не убить, на шахте работать нельзя. Если вы купите у меня этот бизнес, а потом перебьете всех этих животных, я с радостью выкуплю его у вас с хорошей прибылью. Насколько хорошая прибыль? Дьявол, больше, чем двойная. Как минимум столько... то ваши труды стоят, не так ли? Большую плату я не могу себе позволить, все равно там осталась гора работы перед тем, как шахта сможет приносить прибыль. Так какую цифру вы назвали? $1000 бизнес без великой шахты, вы заинтересованы? Давай, похуй. Тогда я переписываю вам великую шахту Ванаминго на ваше имя. Дайте мне знать, когда вы там все вычистите, я выкуплю ее обратно. Окей. Так, есть работа. Ну, есть шериф, владельцы шахт. Владельцы шахт. Об этом я не знаю немного. С Дэном Магрю надо побазарить. И Марш Лебарш. Окей. А шериф? Как мне доложили, шериф мне начнет... Лучевую болезнь в городе убежище лечат. Привет, Тоха. Здравствуй. Да я оттуда просто не доковыляю. Я не доковыляю. Он. В шахте пришельцев будут на патронов больше брать. Только не спойлери ничего. Я не проходил до конца эту игру. Никогда. А так, окей. Буду знать. Сука, ну когда... Да ёб вашу мать. Здравствуй, здравствуй. Я вообще не туда целился. Так, любопытно. Куда это ведет? О, тут прям целая шахта. Система туннелей прям. Ах, он сукин сын. Значит, он по всему городу ползает по этим туннелям. Интересно, интересно. Я хз даже попробую сохраниться, напиться, может, поможет. Вон сколько алкашки нашел. Ну... Так, ну я хз, ну вряд ли поможет. Хотя... Гамма-глоток. По-моему, я только радиации, ну,
Добавлю себе, если это дерьмо выпью. Насчет пива не уверен. Ну вот, может, пойло. Вы потеряли до восприятия. И почитаю. Вы получили 2 восприятия. Опа, ча. Пиздец. Спасибо, папаша. Ах ты, блядь. Ой, блядь, какая ж ты, блядь. Какая хуета. Так. В жопу тебе. А, это Ванаминго есть? Так это даже не пришельцы, получается. Блин, сулик. Да, это жестко. Так, что тут у нас есть? Чел. А, ладно, все возьму. Странно, Ванаминго тут есть? И они... А, они из колодца выходили. А там дверь стоит. Вот почему они не могли туда пройти. Так, ну давай. Тут что-то тоже интересное есть. Не, это шахта. Не то чтобы шахта, это просто туннель. Система туннеля же видно. Это точно не канашка, потому что... Ну, не вижу отходов. Я не сюда отправил, если что. Ты о чем? Ты меня куда-то отправлял? Тут туннель был все-таки. В данный момент ты умираешь от отравления, а не от лучевой болезни. Попробуй, когда лечишь во сне, прерывать сон, когда остается мало хп, стимуляторами поднимаешь. А, ты про это? Да, я понял, что это не здесь. Я же исследователь. Любопытный парень. Да, их тут еще больше. Так, Кротокрысича и Ванаминго. Пизда. Хорош.
Ах вы козлы. Капец не злые. Так, раз, два, три, четыре, пять. 10 есть. Все. Патронов нет. Мужайтесь. Ибо ночь страшна и полна ужасов. Точнее, ночь темна и полна ужасов. Погоди-ка, или я слегка путаю. А почему он не перезаряжается? А, есть же? Господи. А я уже накручиваю себя. Отравление уберет с саквояжем доктора? Не, вряд ли. 7 очков здоровья только восстановил. Первая помощь то же самое. Но это еще мало. За настоящих пришельцев вообще дохуя давали. Хотя... Или примерно то же самое. Так, кротокрысики. Погоди-ка, а тут что-то было или нет? Может, там труп валялся? Мы выглядим как ультрамарины, блин. Нифига себе вы активировались. Суту. Понятно. Не, по сути, саквояж это, ну, вспомогательный предмет, который должен слегка повысить уровень навыка. Он типа бонус навыку дает. Он мне вообще так, как будто бы работает, показался. Да и любой другой предмет. Что те же пассатижи для ремонта. Или набор отмычек для взлома. Типа все это вспомогательные предметы, которые дают бонус для навыка. Типа такая тема. Да в смысле ход?
Может, прекратим бой, блин? Чё-то не то нажал. Как ты можешь промахиваться, я не понимаю. Так, окей. Всё, ништяк. Так, 2 лестницы. Давайте чекнем, куда они ведут. Опа. Интересно. Так, а это? Угу. Ну, хорошо. Утренняя звезда. Хотя, погоди-ка. Гаечный ключ? Довольно редкий предмет. Ну, я думаю, динамитом не понадобится. Тут все-таки шахта. Так, давай лом тоже возьму. Ну, веревка, скорее всего, тоже понадобится, да? Угу. Джет бери. Да нахуя? Продашь. Да и, блин, господи, мало денег. Так. Что тут где добываете? Мы добываем золото, а золото нужно всем. Мы отправляем его в город-убежище Нью-Рина и даже в НКР. Можно сказать, что у Рейдинга есть кое-что для каждого, и это позволяет нам сохранять независимость. По мне, кто-нибудь обязательно попытался его подчинить. Мило, когда тебя все так любят. Так, ну я думаю, что обязательно кто-нибудь попытается подчинить Рейдинг себе. Откуда ты знаешь, что никто не пытается? Каждому хочется прибрать Рейдинг к рукам. Готов спорить, что скоро нас кто-нибудь захватит. Все, что мы можем сделать, это выбрать себе господина получше. Или если хотим выжить. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что скоро мы окажемся у кого-то под каблуком, только дурак может не согласиться. И поэтому нам лучше выбрать самый комфортный каблук. Что вы и сделали, разумеется. Еще бы. Если бы мы вступили в союз с одной из семей Нью-Рина, песенка Рейдинга спета. По крайней мере, того Рейдинга, в котором я хотел бы жить. Что ты имеешь в виду? Если верх возьмет НКР, Рейдинг окажется под пятой и очень тяжелый. Они почти не оставляют человеку личную свободу. Рейтинг превратится в просто очередную кляксу на карте Новой Калифорнийской Республики. Тот рейтинг, который я знаю. Ну да. Просто они же все наркоманы и алкаши. А НКР, они же, ну, типа, зошники. Блять. А как насчет города-убежища? Город-убежище? Да эти расисты превратят рейтинг в концлагерь. Они ведь какие? То ни один из них, раз прекрасных граждан, тот вообще плевка не стоит. И что мне потом до самой смерти им кланяться или лизать задницы? Боже, сохрани. А Нью-Рина разве чем-то отличается? У Нью-Рина хватит силы, чтобы защитить рейтинг от других претендентов. Поскольку у Нью-Рина идет постоянная война гангстерских семей, он достаточно разобщен, чтобы оставить нам неплохой шанс на автономию. Им в Нью-Рина все равно, что мы тут у себя делаем, до тех пор, пока к ним течет золотая река. Ну, это тоже не самая приятная перспектива. А кто тебе сказал, что мир должен быть справедлив? Иногда приходится выбирать меньше из-за усол. Просто так уж получилось, что плохие парни для рейтинга лучшая партия.
Хотя не все видят вещи в таком цвете. Ну что, Дэн, мнения, они как жопы, есть у каждого, и все воняет. А так как ты думаешь, что случится? Точно не знаю, но обстановка накаляется. Тот город, у которого здесь в Рейдинге, кажется, самая сильная поддержка загребет весь куш. Я просто ошибусь лепешку, чтобы победил Ньюрина. Насколько я вижу, для Рейдинга это единственный шанс. А как ты можешь помочь Ньюрину держать верх? Лучшее, что я могу сделать, это добиться, чтобы моя шахта процветала, а мои шахтеры знали, что оплачивают счета. К тому же на меня работает то, что все свои сладкие утехи мои ребята получают. К тому же на меня работает то, что все свои сладкие утехи мои ребята получают из Ньюрина. Сладкие утехи? Бухло, наркота, все химические радости. Что ни назови Ньюрина, все поставляют. Считай, только ради этого некоторые шахтеры мои работают. Если с этим что-нибудь случится, будет ой как нехорошо. Как последние поставки винта. Прямо сейчас в городе страшно не хватает винта, чтобы все были счастливы. Только и надеюсь, что следующие караваны привезут больше. Опачки, вот так вот, да? А я ведь одну поставку винта жестко этого, ну, подорвал. Я же убил Мецгера. В дыре очень много сырья осталось, с помощью которого можно сделать винт. Короче, там сырье нереализованное осталось. Что нового в городе? Ну, одно я знаю точно, мне точно бы не помешал новый чип управления для моего походческого эскаватора. Новый чип? Что это такое? У меня шахта стоит, здоровенный рудничный эскаватор, еще довоенный, совсем целый, но видишь ли, без мозгов. Очень хочется сказать, что у него в этом городе очень много товарищей по несчастью, но вместо этого я скажу, что ты имеешь в виду? У него сгорел чип управления. Но я знаю, где такая штука есть, я заплачу 1000 за нее. Но если так, ты почему сам ее не забрал? Очень много... Почему? И среди этого много, приятного мало. Шахта Ванаминга на самый верх набита голодными Ванаминга. Это что еще за херня? Самый мерзопакостный, злобный и опасный зверь, которого я вообще видел. Зубы длиной 4 дюйма. Да что я несу 14. Но мне кажется, ты с ними справишься. Подумай об этом. Ты это сделаешь? 1000 монет. Ты про ту драку в баре, которую... Чудно, что ты еще и спрашиваешь, что только в городе в последнее время. Ты про ту драку в баре, которую я разнял? Спасибо, что разнял ту драку. Так, чтобы никого не пришлось арестовывать. Шахтерам время от времени нужно выпустить пары. Но ничего серьезного за этим не стоит. Наверное, я просто от природы такой живчик. Я тебе... Ага. Окей, ладно. Побазарил с ним. Там, кстати, можно также охранять караван, только с винтом. Мецгер не влияет, он работорговец, а винт делает Рина. Ну, сырье-то само, оно в Рина направлялось. Не знаю, как там у них маршрут лежит, но... Там была такая херня из разряда... Сырье идет из города-убежища в дыру, из дыры оно идет в Ньюрин. Что-то такое. Не-не-не, там химикаты именно были. В дыре есть церковь. Она охраняется. Там как раз квест есть с тем, чтобы устранить одну группу охранников. Для того, чтобы ее охраняла другая группа охранников. Там, по-моему, Лаура или как ее там звали? Или Лера. Короче, она типа такая: помоги мне разобраться с этим, и
Все будет ништяк. Да, вспомнил. Но если так подумать, очень странный маршрут. Это ж... Какая у них договоренность была, что они типа... То есть Мецгер, возможно, единолично закупал хим сырье из города убежища, чтобы Нюрин оставалось только лишь покупать у него его. Чисто монополизировал эту тему всю. Ну, я его ёбнул. И теперь, скорее всего, это сырье закупается напрямую из города убежища в Нюрина. А то сырье, которое вот было, оно просто нереализованным осталось. Ну, просто штука в том, что там дохуя его было. Ну, на поставки это не повлияет. Ну, как бы то ни было, ну, как бы так, но только в том, что это сильно повлияет на большое количество партий винтов. И малое количество винтов, они, скорее всего, ну, могли произойти из-за этого. Он же жалуется на то, что его рабочим не хватает винтов. Вот я о чем. Не буду спойлерить, короче. Это правильно. Мецгер просто важность себе нагоняет. Да, это понятно. Но я его убил. Но самоубийство Мецгера довольно-таки серьезная вещь. Так как в самом в этом НКРе мне говорили, типа, ебать, ты чё, Мецгера убил? Жму руку, блин, братан. Да ты крутой. Так что не сказал бы, что Мецгер такой уж и никчемыш. Довольно-таки имел какой-то вес. Что-то в нем было. Но он именно в работорговле имел вес. Это понятно. Но вот видишь, как он сильно попытался расшириться. Причем расширился бы, если бы не я. Да. Если туда прийти работорговцы, они просто тебя начнут валить. А раньше НКР как раз охотится на работорговцев. Ну да, я в курсе. Мне об этом целые клятвы просили произнести в НКРе. Будешь ли ты бороться с работорговлей и уничтожать любого работорговца, где бы ты, ну, где бы они ни находились и так далее. Ну, короче, вообще жестко. Я такой, да, yes, да, yes. Так и было, да. Да здравствует рейнджер. Офигеть. Как много приколов. Ну, вообще, как будто бы... Блин.
Да я самый натуральный натуралист. Сейчас буду. Сколько? 70. Практически чисто за счет книжек поднял. Нормально. Кроме них, работорговлей еще занимается город убежище Арена и чел из НКР, которого ты валил, чтобы вступить в рейнджер. Счетчик Гегера. Нет, я его в багажник положил. И чё тебе надо? Окей, ладно. Опачки. Блядь, сука. На. Падла. Вашу ж мать. Блять, что за хуйню я сделал сейчас, пиздец. Ой, ебать. Ёбаный, побаный. Я думал, короче, блин. Я со снайперки хотел выстрелить. Блин, этот Ванаминго жесткий. Он какой-то серебряный. Крутой какой-то. Видимо, это мама Ванаминго. А чё Кэссиди с собой не взял? Харизмы не хватает? ХЗ. Кэссиди... Бармен в городе убежище, типа со шрамом какой-то хуй. Но он такой, типа... Бухло? Бухло? Бухло будешь? Бухло? 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 Может бухло? Бухло? И все. Как бы весь диалог. Он норм чел. Но он со мной как-то на контакт не пошел. Он чисто такой бухло, 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 бухло. Блин, вот что мне нужно сделать, чтобы ты умер, твари? Сердце слабое. Ладно, не пиши лишнего.
Ты все пришельцев бьешь? Ну теперь в шахте каком-то. И тут они не пришельцы, а ванаминго. Местные их так называют в рейдинге. Наконец-то, блядь, он умер. Уничтожайте яйца. Совет Раш. Ох, блин. Они идут, их много. О, нормально попал. 84. От сука убегает еще. Вик такой. Яйца уничтожает. И крутые фразочки кидывает при этом. Че, тебе нравится это? Да, да, сдохни, младенец. Сука, придурок, блин. Так. Десятка только. О, 46, ебдрить. Блин, сулик, ну ты даешь, конечно. Вик, как всегда, обсос странный. Как же ты мне дорог. Хорошо. Вик промахнулся. В кого, блин? Ты в кого стреляешь, придурок? Боже, в кого он там стреляет? Так, 66. Сейчас опять начнут убегать, походу. Сразу начнем стрелять лучше в этого. Блин. А, я просто вот так выстрелил, да. Понимаю. Так, окей. Давай режь, режь. Блин, что-то жестко. Тридцать 36. Давай, добей его. Блин, ну зачем ногой? Дай Вик книжек прочитать на повышение скиллы стрельбы. Это так работает? Как это? Это реально? Это же жесть, ему плохо.
Но я где-то видел... Но я где-то видел. Книжка была. Твою мать. Окей. Черт их много. Блин. Так, погодите. Что-то я до Сулика начинаю беспокоиться. У него здоровье-то как вообще? Хотя самого сколько скилл легкое? Легкое 100. Тяжелое сколько-то было. Но оно у меня прокачивается. Лол, Сулька спрайт с голыми ногами. Да. Ах, ядрить вас много. Угу. Да. Нормально снялся. Он же еще фуловый был. Так, ему тоже Крополь остался. Ебать. Так. Обложили демона. Все, минус. Нет, я против наркотиков. Я не буду принимать наркотики. Не буду. Ай, блядь, Толик, ну какого хуя ты попался под это? Я не понимаю. Да почему ты не умираешь? Лежать. Yes.
Блин, Сулика надо беречь. Ты ебанат ебаный, сука. Ну ты типа применил сейчас, ты хочешь сказать. Сука, что он сейчас сделал? Блять, только не говорите мне, что он применил. На стену, типа. Он же это сделал, да, сейчас? Ёбаный рот. Не применил, но пытался применить, по крайней мере. Окей, Сулик так подхилился, хорошо. Ай, блядь, я, блядь. Сулик, говнюк. Сулик. Лечись. Блин, да что ты будешь делать, а? Ну, давай попробуем. Ну, в принципе, что-то пробивает. Наконец-то он умер. Че, это Ванаминга нам друг, что ли? Че он ходит так? Блин, последний Ванаминга, и он убегает от нас. Да ебаный. О, хорошо подошел. Ёб ты, сколько в тебе здоровья? Почему ты убегаешь? Белый? Я его сразу убил. Он умер первым. Он умер первым. Вик, сука, ты, может, выстрелишь? Наконец-то. Ох, ёбаный рот этого казино. Металлическая броня мод 2. Окей. Забавно. Покалеченная, наверное, да. Шахтное оборудование. Чип. Найс. Танок.
Ну, тут есть лестница, по идее. Охуеть, ну сколько можно? Блин, он так близко. Полечи с едой-то. Погоди, погоди. После этого файта обязательно. Да ты чё, ёбана? Я не сохранился, да? Нет, я сохранялся. До свидания, тварь. Викторсон ВПК. Да вообще. Сукин сын этот вик. Блин, ну как ты мог промахнуться? Ну, блять, ну как, ну как, ну как, ну как. А я не знаю, с чего он... Он снайперкой управляться умеет? Вроде бы нет. Или да? Надо посмотреть. Блять, почему 11 бы, сука? Вик. Пивка, Сулик. Блин, Сулик вообще зверь, конечно. Голыми руками хуярится, там стоит. Слэмятся пацаны. Ай, какая боль. Какая боль. Вик, ты же не собираешься умереть, да? Ты ж, ублюдок, не собираешься этого делать. Спасибо, блин. 102. О, хорошо. Слава тебе, Господи. Блин, псина, конечно, ну хз. Я не знаю. О, какие недушные, нахуй, блядь, какие душные. Людей хорошо валят. Окей. Сука, чё их так много-то, ебать. О, интересно. Вот это любопытно. Ага. Так, проверим.
Например. Проблема. Проблема. Окей. Хорошо. Так, попробуем. Если шо. Переключаться будет? Разве? Ладно. Может быть, я сам им буду пользоваться, посмотрим. Выглядит он внушительно. Блять, я мискликнул. Понял. Блять, опять я мискликнул. Ну, в рот-то выебал, короче, беру. Я в кого целился? Как такое возможно просто? Нормально ты? Панаминго лучше пулеметом валить. Ну, я понимаю, но патронов в том пулемете мало. Да его по сути нет просто. Все патроны лучше отдал Вику. Так хотя бы его боеспособность как-то возрастет. Он реально что-то делает теперь как будто бы. Кем-то себя вобрал. Блять, сука, Вик, пожалуйста, только не иди в упор к ним. Кончилыга ты. Так, я сюда, пожалуй. Он умер, ага. Вы гляньте на этого абсоса, сука, я в ахуе с него, блядь. Да, еще выкинул. Молодец, ебать ты разум, нахуй. Сверх, ебать. У этого абсоса, блядь, снайперка, и этот долбоеб бежит вперед, нахуй, блядь, чтобы засунуть ствол ему в рожу, нахуй. Пиздец. О, давай сейчас с кулака ему, да. Кулака ему. Капаш. Блять. Вик, что ты пытаешься доказать? Всем похуй, что ты сделаешь. Мы тебя просто по умолчанию ненавидим. Ну, точнее, я, по крайней мере.
Блять, он еще своим ебаным толстым телом загородил, сука, весь путь, и мы не можем ему помочь. Не, ну жестко, жестко. Жестко. За сокрушительную победу. Охуеть. 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 Я ебал просто. Да. Не, ну Солик это просто, ну, блять, машина нахуй. Типа, он просто, ну, делает. Пиздец, еще глубже можно уйти. Нихуя себе. Ладно, пускай пока бродит. Мне он особо не нужен. Динамита полно, конечно. Не, ну этот абсолютно далеко, а Ванаминго один вроде. После этого файта, ну, полечу его, да. Лучше сохранимся на всякий случай. Повезет. Ебать. Дал так дал, нахуй. Вы очистили шахту Ванаминго от чудовищ. Вот так вот, ёпта. Жесть, я хорош. Да. Блин, шахта называется Ванаминго. Вдумайтесь. Подожди, не понял. А я поднялся по лифту. По-моему, да. Ладно. Погоди. Погоди-ка. Да-да-да. Да-да-да. Так, я не все очистил, на самом деле. Пойдем-ка к лифту. Там же развилка была какая-то, точно помню. Я здесь, да? Это, ага, понял. Так, лесенка. Вот она, лесенка. И вот еще одна. Интересно. Ага, понял. Окей.
Ну, да, супер кувалда, но в этом сейве его нету. Я лишь один раз сохранялся перед выездом в этот сраный рейдинг. И угадай, что? На меня напали сраные супермутанты с детьми ночи. И у одного была супер кувалда. Но в одном каком-то сейве случилась такая хуйня, что ну просто пиздец. Они взяли и, ну, там убили Вика, по-моему. И пришлось грузиться. Короче, да. А перед боем с этими супермутантами я не сохранился. Чисто перед выездом только. А так, да, могло бы быть. Могло бы быть. Ты про эскалаторный чип для руничной машины? А сколько он тебе стоит? Ну-ка, пойдем-ка, Мардж. Смотри, как символично. У тебя убили Вика, и ты взял обратно живого трупа Лени, который, кстати, попадает. Поговори с другой начальницей. Я заплачу за этот чип экскаватора. Откуда ты знаешь, что он у меня с собой? В этом маленьком городе все знают все про всех. Будь спокоен. Ты как насчет? Думаешь, тебе больше предложат? Подумай еще раз, дружок. Вряд ли найдешь цену больше, но в конце концов тебе решить. А что с ней по-человечески побазарить уже нельзя, да? Но мне не Рёна не особо нравится, так что ладно. Держи. Ты сделал правильный выбор, спасибо. Я сразу этим займусь, чтобы мы смогли спустить экскаватора. Так, хорошо, чудесно. Чем вы тут добываете? Коко-вефи? Золото, конечно, добываем его прямо здесь на Коко-вефе. И потом отправляем в город-убежище Нью-Рина и Новую Калифорнию. А, не прям со всеми. Ну, так же, как и он. Но просто он симпатизирует им. Вы разводите ее по всему региону. Еще бы, золото всем нужно. Если тебе правда любопытно, поговори с Джеймсом Хоффи. Ты родом из Рейдинга? Еще чего? Нет, я родом из далеко с севера. Я выросла прямо на берегу озера. Озеро для барж. Знаешь такое? Первый раз слышу. Есть поблизости какая-нибудь работа? Да, тут... Да так, просто слухи. Что слухи? Почему шахта называется Коко-Веф? А почему нет? Вообще-то я не знаю, откуда взялось это название. Наверное, ее всегда так назвали. Даже до того, как я сюда перебралась. Звучит драматично. Не правда ли? Коко-Веф. Да, до сих пор мне нравится. Это звучит. Ну чё? Чё-то не надо.
Да, про экскаваторный чип, который ты продал Маршале Барш с ККВФ. Это была очень большая ошибка. Дело даже не во мне, а дело в судьбе всего рейдинга. Что ты имеешь в виду? Если продать чип Марш, то ее страна окажется в более выгодном свете. За Марш стоит НКР. Если не приберут рейдинг к рукам, мы попали. Гораздо лучше поддержать. Да блин, сука, потерпите нахуй, блин, без наркотиков, ёб вашу мать. У рейдинга есть то, что нужно просто всем. Но при этом разные претенденты пользуются разными методами. Да, я объясню тебе ситуацию. Вперед. Мы добавим золото. Золото нужно всем. Ну окей. Так. Что случилось? А чё? Давно в рейдинге. Марш за Анкара. Ну, это прикольно. Блин. Мое лучевое приключение. Не, есть вариант, как выбраться мне из этой жопы. Это караваном. Единственный способ, мне кажется. Вот реально единственный способ. Че, вычистил шахту? Разумеется. Вычислить всю шахту. Спасибо вам огромное. Готов продать свой бизнес? Я вам заплачу 2500. Ну, я так не думаю. Попридержу его пока. Посмотрим, а вдруг кто-то еще предложит. Посмотрим. Лу. Господи. Да, я же работал над делом избитой проститутки. Эй, привет. Хочешь покувыркаться с Саней? Я же тебе дал денег, ты больше этим же не занимаешься, не? Ну да, было дело, но оказывается, я должна Лу больше, чем думал. И насколько больше? 150. Да, разумеется, пойду я отсюда. Да. Интересно, как долго можно этой хуйней заниматься? Она про И чё Солика, тебе что ли? надо? Мы тут... Не понял. И чё тебе надо? И чё тебе надо? Не, ну попробую. Так, лучевая болезнь. Оно красным горит. Не, у меня метаболизм просто ускоренный. Как бы отравление-то прошло, но меня до сих пор облучение кошмарит. Умру. Мне кажется, от лучевой я умру.
Это выглядит очень плохо. Разной степени облучения. ПСН дамаг. Ну, тогда, может быть, действительно все не так уж и плохо. До города убежища дойти. Ну, блин, вообще-то бы до НКР добраться. Сразу же, не теряя времени. Просто, по-моему, моя деревня сейчас окочурится к хуям. О, привет, Яда. Здравствуй, здравствуй, рад видеть. Так, какое число? Второе. Пиздец. Где я нахуй? А, пиздец. Сука. Охуеть далеко, блядь. Да за что? Не, это не дело. Это не дело. Не-не-не-не-не. Погулял, можно дальше чилить. Да. Как дела? Да хорошо. Правда, я застрял в рейтинге. Избранный, не вешай нос. Блять. Это пиздец. Ладно, я попробую караваном выбраться. Я уверен, что это единственный способ. Нормальный. И караван надо направить в НКР. В чем проблема уйти? Ну, первое время. Вторая лучевая болезнь. Ну и третье... Блин, опять караваном прорываться, это же пиздец. Тысяча очков, а похуй вообще. Так. Как будто бы очень мало. Редексов нема. Да все в багажнике машина. Я-то думал, это приключение, сука, на... Ну, буквально на 5 минут или типа того, ну, с караваном, типа, ну, прогуляюсь, хули, блядь. А нет, ебать. Пиздец, нахуй. Улетел, нахуй, блядь, просто пожить в другую страну, нахуй. Может, от отравления умирал. Мне такое ощущение, что от лучевой болезни. Прям очень такое сильное ощущение. Так. Так, начальник каравана ставит палатку здесь, прямо к югу от моей крепости. Здесь наложено... Ага. А как же, мой дом, как там говорят? Ну, те, что палатки воспитывали. Ну, вообще-то, да. А, да, что ж, ну, это много объясняет, очень много. Теперь, когда это мы все выясним... 11.
Ну, блин, толпа ублюдков стоят, блин. Попробуем, может, и так. Морти зашли, вышли приключения. Да, вот эта вот тема со мной произошла прям один в один просто. Как же меня вот это вот прям подкосило жестко. Спасибо за тот чип, сказал, теперь на шахте какого все тип-топ. Всегда рад работе, за которую хорошо платят. Так, ну давай попробуем подлутать тебя. О, господи. Господь, Господь. Господь. О, это Господь, Господь, это Иисус, Господь, это Господь, Господь. О, блин. Как же хочется жить. 5 ебаных часов спустя. Причем действительно была караван на 5 минут без врагов. Да. Я во всех играх всегда ништяки собираю почистую. Не могу. Не, ну я вижу, что это, ну, типа туфта какая-то. Поэтому не беру. Туфтейшн. Это же туфтейшн. Я хомяк. Я хомяк, и ты хомяк. Туфтейшн. Туфтейшн. Это же туфтейшн. Так, 11, значит, пиздец. А сейчас, блин, я вот буквально вот денек проебал на самом деле. 2 февраля. Ёбана. Пиздос. А путешествие пешком это... Блять, охуеть, много времени займет все равно. А караваном как будто бы очень быстро. Пешком я буду добираться точно месяц. Караваном, наверное, дней, 5. Ладно, ну, блин, имеет смысл как будто бы действительно просто, почилить нахуй. Одиннадцатого же, да? Вы чувствуете сильную усталость, рвота не прекращается и время вашего выздоровления увеличивается. Ну-ка посмотрим. Охуенно. Вы перегружены. Ну, то есть, да, меня, как бы... Лучевая болезнь начинает дико ебать. Пора жестко бухать. Зависимость.
Ну, пиздец. И чё тебе надо? Ну все, я теперь пивной наркоман. Да, встречайте. До дыры дойди. Да поебать, мне лучше реально дождаться каравана. Это, ну, самый лучший способ, как по мне. Скуфанул, да вообще жестко скуфанул. Короче, у меня есть план, и я буду его придерживаться. Вас трясет, у вас возникает непреодолимое желание выпить что-нибудь алкогольное. Не насрать, сила воли. Так, еще. Давай до 8 утра. Я уже караваны между рейдингами, но... О, охранники нужны, звучит заманчиво. Погнали. Все, let's go нахуй. Ебать! Вы кто? Кто вы, воины? Пизда, я ж не сохранялся, сука. Так. Ну, типа, ладно. Захватчик. А, ну нихера себе. Ну, слушайте, шансы. Шансы. Ла шанс. Но, сука, у них лучевое оружие. Бля, и пулемет. Вот это страшно. Бон шанс, но... Блядская жизнь. На нахуй, как тебе такое? Сулик, ты добежишь? Ты, сука, Сулик. У него же только нож, типа. На нахуй. Давайте, товарищи копы, ебашьте. Хорош. Молодцы, не в того стреляете. Именно эта падла с пулеметом должна была убрать Сулика, нахуй, ёбаный рот. Дайте-ка угадаю, 2 февраля, ебать. Ладно, ну, хотя бы я теперь уже не, ну, как бы это... Не пивной алкоголик. Духи покинули нас. Я не пивной алкоголик. Блин, все-таки лучевая болезнь штука страшная. А дальше я не помню. Блин, я так много раз пытался сохраниться. Но это не помогло. То есть...
Да. Как будто бы лучевая болезнь она прогрессирует. Она прогрессирует, слушай. Это дерьмо лечить надо в натуре. Да. Пиздец. Песенка. Чтобы Сулик не испытывал холодное оружие, берите его из инвентаря Сулика. Ну, кстати. Да не, пускай используется. Или нет? Или да? Сулик. У него есть это, патрона. Давай чё тебе поговорим. надо? Чуть-чуть мне нядя. Боевой нож. Давай стрелковая. Всё. Да пускай стреляет. Он нормально стреляет. Зачем его продолжать делать милишником, если проблема заключается в том, что он не успевает добежать, и его, ну, просто-напросто убивают до подхода. Как бы, ну, тут очевидная проблема стоит. Так, я не понял прикола. А вот он. Let's go. Ага. Хорош. И ты хочешь сказать, он плох в стрельбе? Ну хуй знает. Ебать. Вы умерли. Да ты чё, я умер, правда? А я думал, я уснул нахуй. Да, это жестко. Ну, блять, что это за дерьмо? Огненный гекко. Блять, они страшные нахуй какие-то. Лучевое приключение.
А куда? Что? Что, блядь, вообще? Стрёмные жесть, какие-то хромированные. Ебать, этот гаишник, чё, ему хочешь штраф прописать? Чё он так подошел, пиздец? Так деловито еще. О, пизда. Блин, вы меня убейте еще, пацаны. Пиздец, бля, дядя Степа, нахуй. Блин, далеко не бьют, кстати, огнем. Слушайте, а что-то в натуре опасные. Какие-то очень опасные. Надо похилиться фул. Ну хотя бы, ладно, фул. Блин, ну я думал, зацепит многих. Блин, дядя Степа умер. Черт, я подыхаю. Меня, походу, сейчас бреют. Мои же, нет? Повезло. Так. Ну. Ну да. Ну да. Кажется, робопсу пиздец. Похуй. Короче, поебать на робопса. Он мне не нравился, если честно. Поебать. Вот просто, ну, чисто... Честно скажу, ну, насрать. Бывает, люди в бою погибают, а робопсы ломаются. Ну, бывает, что? Бывает. Просто нормально. Бывает. Возьми Кэссиди. Да я хуй его знает, как его взять. Но если что, буду иметь в виду. Как же они меня... Покойся. Ну что ж, робопес снова с нами. Ура! Просто говоришь, пошли со мной, он соглашается. Окей. Ну, дойду до него, и ну, будет такой разговор тогда. Кого-то из вас, мужики, надо попасть и убить его просто.
Хорош. Все-таки Вик что-то делает со снайперской винтовкой-то, мать его. Причем сильно мощной винтовкой. По-моему, снайперская винтовка одна из самых крутых пушек вообще в этой игре. В принципе. Ветки легких оружий. Отлично, отлично, красавец. Крутой кастет. Да, просто силовой кастет, наверное. Интересно, они начинают двигаться. Че, браминов решили ебануть, что ли? А, пиздец, говядина. Мы внезапно оказались на шашлыке. Да нет у него кастета. Он просто, ну, боксер. Он просто Рокки. Какая же ты мразь. Не, ну Вик, конечно, красавчик. Но... Я снял палец курка и поставил точку в этой истории. За этот пиздец всего лишь столько. И чё тебе надо? Да блин. Так. «21 февраля». Окей. 21 февраля. Третье марта. Так.
Охуеть. Мы прибыли. 14... Ой, моя машинка, сука, наконец-то ты. Ебать, я вернулся. Охуеть, это чё, реальность? Это действительно происходит? Пиздец, я вернулся, в натуре вернулся. А чё движок не в ней? Я ее не смог поставить. Так. Ну поставлю. Померь сколько радиации. Кстати, да. Ща. Погодь. Wait a minute. Где там счетчик Гигера? $317, бля. Цифра-то не маленькая, нахуй. А Радикс мне не поможет, оно что к сопротивлению этого, да? Это из 1000. Ебать. Ладно, я побежал. И чё тебе надо? О, боже. Больше, сука, никогда, нахуй, в караван, блядь, не сяду, нахуй. В рот того ебал. Только машина. Боксерский... Чего? Вы как, в норме вообще? Так, ладно. Где вы там, пацаны? Срочно зайдите ко мне. Так. Давай шкуры. Это. Ну это я поем просто. Вик там ползет. Да, кстати, ему надо вот это дать.
Чтобы он потрошителем юзал. Да, уже. Серьезно, вам шкуры эти вообще не интересно? $300. Ну что-то за 300 должно быть. Это дорого. Триста. Угу, пойдет. Супер кайф. Чё он как незнакомец ходит? Ну, Вик, ты, блядь, ты чё, ну? Так. Так, ну чё, посмотрим. Раз. Или вот так. Ну да. Госпиталь. Ну я знаю, да. А там просто открывать и закрывать надо. По факту. Ну я нормально, типа, ну... кстати, что я с пушкой бегаю, блин. Я еще работу. Блин, мне на весте надо. К ранчо. Это что? Сердечные пилюли? Интересно. Яд. Эй, паренек, с этим штуками нельзя играть. Я только что отмерил дозу мистера Вестина. Ты же не хочешь, чтобы он не ту таблетку сел? Да какого хрена ты делаешь? Просто захотел посмотреть, что за таблеточки у вас тут. Да? Я так и думал, что тебе еще рановато. Я так и думал, что тебе еще рановато переживать за свое сердце.
Хотелось бы, чтобы так оно и было, но у меня от бати это, как мне рассказывали. Эх, сынок, я бы хотел тебе помочь, но мне нельзя сейчас брать новых пациентов. Совет запретил. Не могу я продать тебе таблеток никак. Люди советника истины придут за ним через 14 дней. Я понимаю, доктор. Постараюсь найти другого хорошего фармацевта. Не свезло, так не свезло. Да и шут с ним. Я старинных комиксов кучу всего прочитал. Про кардиологию. Колеса глотать не чаще 2 раз в день. Если качаешься, скажем так, бомбить резко и мощно. Не болей. Я понимаю, доктор, постараюсь найти другого хорошего фармацевта. Может, второе? Доктор Джубили бросает нас. А ты меня дурачишь, да? Пытаешься надуть меня. Вновь выглядывает вас. Ладно, так или иначе, я не был доктором, если бы... Я не был бы доктором, если бы позволил тебе уйти их без... Хотя бы без совета. Так, для начала следует прекратить, считай... практически все прекратить. Не пить, не курить, не потреблять красное мясо, никаких препаратов полчаса в день. Не брать метальных упражнений и вообще расслабиться. Жизнь не какая-то гонка, во всяком случае не так, где ты хочешь быть первым финишировать. Простая истина. Но кто прислушается, по крайней мере, если лягу спать с легким сердцем. Что более важно, нужно найти какого-никакого фармацевта растолковать, что тебе нужно регулярно принимать. Трипрокстенил. Пустошь не представляет богатого выбора, как у меня. Но по сути, это то же самое по составу. 30 мг 2 раза в день. Далее надо будет пить много воды в течение курса. И бога ради, держись. Как можно дальше пилюль для стояка, которая не толкает в нее урину. Угу. Врать не буду, наверняка какая-то часть, правда, в этом, за этим есть. Не мне тебе лекции читать. Там уже взрослый, все понимаешь, станешь пошириться. Кончишь помою. От Гандон он не... Блин, ладно. Я убегаю. Кто здесь живет? Могу я поговорить с советником? Побеседовать с мистером Вестином. Сука, а как мне поговорить с ним? Приходи через несколько месяцев. Ладно, нахер. Пошли отсюда. Поедем. Так, это что за домик? Ага. Понял. Ну да, я так и делаю. Red Rider. Гнев ружье. Панкор Джек Хаммер.
серьезные деньги. Хорошо, я тебя понял. Так. Угу. Не весит ничего. Так, 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 так. Так, короче, возьму то, что нужно продать, и все. Чисто на продажу вещи. Хорошо. Угу. Ладно. Меня уже просят лечь спать. Я сохранюсь. Так, сейчас. Так, вот вам ссылка на Telegram. Завтра там кину новости. А я там всегда кидаю новости. Всякие разные мемчики. И потом анонс о стриме. Да. Ну все. Спасибо, ребят, что были со мной. Хорошо посидели. Спасибо вам за подписки, за общение, прежде всего. И может быть увидимся завтра. Завтра, да. А перед этим же давайте я кину рейд, я думаю. Так, кого бы зарейдить, ребята? Так, кого бы зарейдить, ребят? Пока я, да. Пока, ребята. Сейчас вас кину к разным стримерам. Ну все. Все. Приходите в Telegram. Надеюсь, вам там все понравится. А сейчас же я пойду отдыхать. У меня 2 часа ночи, 18 минут. До завтра.